Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками на одновременно 3 характеристики, конечно же. Ипокрит, здравствуй, здравствуй. То есть возьмем, будем короче, этих самых без выделываний. Возьмем одного на интеллект, одного на ловкость, одного на силу. Чтобы в самом деле шмотки проще было распределять. Вот, я уже как-то вот думаю, все-таки на интеллект, наверное, целитель в любом случае понадобится. На ловкость тут проблемы нету, тут либо монаха, либо охотника брать за головами. Вот, на силу я тут смотрю, у защитника леса самая высокая сила, показатель 15. Тут, по-моему, ни у кого такого показателя даже близко больше нету. Вот его тоже вон 14 всего на силу. У Альфонса, ой, у Люциуса вообще 14. Ну как бы вообще 14. Да уж. Ну, в общем, я не знаю кого. Если мы опять через скучную Катрину играем, ну, а спать не я больше целителей здесь не знаю просто. Если еще какого-нибудь персонажа через целителя сделать, типа мага крови, но он там через порезы режет своих союзников, а потом их хилит благодаря порезам. Ну, что-то такое. Не очень мне это нравится. Какое-то членовредительство. Ну, вот пока думаю друидку взять. Медика. И либо Альфонса, либо монаха. Ну, монаха мы на прошлом стриме играли в королевской битве. Альфонса мы еще не играли. На ловкость. Возьми на силу мага крови. Его еще не было. Мага крови все-таки. Мне у него карты не очень понравились. Они там качаются хреново. Наносит, наносит, наносит. Накладывает, накладывает, накладывает. Ярость обороны. У него тут очень сложный, конечно. Ну давай попробуем через мага крови. Его канале гонял. Видишь, я что не захотел. Да и сам я его гонял. Я, кстати, с ним прошел далеко довольно. В итоге сбрасывать пришлось, чтобы вместе с вами начать. Королевскую битву сбросил. Вот сейчас опять так же получится, что ли. А, нет, у меня там монах, короче, маг крови был. Только не маг крови, а чернокнижник. И медик был. А, я за чернокнижника играл, ну конечно. За мага крови я, кстати, не играл. О, давай реально мага крови возьмем. Пусть он будет первый. Кудо! Блин, какое-то знакомое имя. Кудо. Где-то я его видел. Слышал. Хиллера. Но я другого хиллера не знаю. Может быть, какого-нибудь клирика взять. Тут какой-то клирик на хиллера вообще никак не похож. Здесь почему-то у кого? У служителя больше всего на интеллект заточка. О, слушай, а давай возьмем служителя, но карты потом на хил постепенно во время прокачки будем брать. А, как мы их возьмем-то, блин, тут же... А, почему можем брать? Можем же мы так? Возьмем интеллект максимум. Короче, служителя попробуем. Я вот служителя тоже еще не играл. Чисто из-за того, что очень-очень много. Ну а здесь... Давайте Альфонса возьмем. Не брали мы его, не играли с ним. У него интеллекта вот, в принципе, больше всего у охотника за головами. Ну и здесь вот довольно веселые карты. 2 даже серебряные, да. Ну, серебряных тут, наверное, у всех по 2 вначале дается. Ладно, будем играть так. Сразу надо нам снабдиться. Так, тут фортуна у меня зачем-то стоит. 0.25 ос. Золото команде. Здоровье боссов.
Пьер, Люциус. Ну у меня тут больше ничего нету. Давайте поищем артефакт какой-нибудь. Что тут у нас? Один раз за прохождение автоматически воскрешает мертвого героя после битвы и восстанавливает 30% от его макс ОЗ после битвы. Ну, давай возьмем. Если нас одного убьют, то в принципе ничего будет. Нормально. Попробуем. На интеллект Джендаю. На ловкость Альфонса. Так, на ловкость Альфонса я взял, на интеллект Джендаю. А хильца мы кем будем? Что за Джендайли для меня? Джендайли, блядь. Что за такая Джендайли? Вот это что ли? Она хилить умеет? Ты меня это... Или ты меня без хила хочешь отправить? Чтобы быстрее новый трай начался. Что-то у меня какие-то карты отстойные. Все вперемешку. Да ну нафиг, какая нафиг Джендайли? Что-то вообще даже близко ничем нормальным, адекватным не пахнет. Тут возьмем. Тут хоть в перспективе сейчас нету карт хила, но в перспективе вроде можно будет взять. Из ветки клерика. Попробуем. Так. Выживем, не выживем. Выживем, будет прикольно. А может не будет. С рогой будешь двигать врагов, чтобы они не попадали по твоим. Вместо лечения. Ну да. Вот ты хитрец, а. Вот прям. Ради этого я хилера, конечно, и таскаю. Чтобы подставляться под врагов. Нет, конечно. Хилер не для этого, чтобы от случайных ударов хилило. Ты думаешь, если ты сможешь двигать, то по тебе никогда не попадут? Вот так вот застопорят, прикуют к земле и никуда не сдвинешься. И что делать? Не знаю, конечно, у тебя опыта больше в игре, но как-то я вот в себе не уверен. Так, длина 9. В пункте ждут 2 королевских босса на выбор. Враги сопротивляются урону хаоса. Пункты могут содержать местность с морозной землей. Нет пунктов с безопасным переходом. Все пункты с опасными переходами. Ну давай, нормально. Вроде негативных ничего нет. Простенько королевский путь. Королевский тракт. Я думаю, сейчас будет легко и непринужденно. Нагнуто все, что тут есть. Так, ничего, сразу оцениваем. Здесь мы можем сразу карту вкачать какую-нибудь, что круто. Потом получить баф и пойти на смертельную схватку. Один всего скелетик. А здесь вот лучше не идти, да? Зато тут есть торговец. А тут алтарь, который непонятно что дает. Мне алтари не очень нравятся. Больше опыта. Я в нее еще даже не играл. Ты в нее не играл? Вон оно как. А такие советы прям отдельные. Я думал, ты мне помогаешь. А ты, оказывается, просто от души помогаешь. Так, хорошо. То есть нам надо пройти... Карту качнем здесь. Качать карты нам надо. Это одна из важнейших имп в игре. Потом сюда. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Не такой уж плохой путь. Единственное, что мы не сможем, это потом качнуть карту здесь, да? Можно тык-тык, двоих убить, здесь что-то получить. Здесь что-то поторговать после этих двоих, если что-то набьем. Получить баф
апнуть карту и выйти на босса. Ну, вот это неплохо, кстати. Только вот дальше будет не очень. Вот что там у них, змея какая-то? Королевский босс, одолей король. Так. Адский змей. А тут у нас глазастик. Бихолдер, или как он там, из Героев Меча и Магии. Думал попробовать, но решил подождать, пока частые обновления прекратятся. Так что пока смотрю... А, вон оно что. Предусмотрительный, да? Предусмотрительный. О, на один предмет больше. Слушай, тогда пойдем мы, наверное, вот здесь все-таки. По этой стороне. Во, все, я определился. Вот так пойдем. И на аспида как раз еще и с бафом пойдем. Ладно, решено. Пошли качать сразу одну карту. А вот и тебе и облом. А вот тебе и на. Чё за фигня? Как так-то? Прокачки карты нету на этом лагере, в этом лагере. А почему не во всех лагерях оно есть, кстати? Как-то с виду можно определить? Здесь ничего об этом не сказано. А, погоди, там что-то еще следующее, да? Нет, здесь ничего не подсказано. Ну ладно. Тут у нас хил-хил, по-моему, да. Снятие проклятия, ты бесполезен. Тоже хил. Фортуны не хватает, можно бы было предмет найти. В смысле? Предлагает азартные игры, изменить выбор невозможно. Что это значит? То есть мы потеряем золото или получим? Так, исцеляет. Блин, одни хиллеры собрались, блин, понимаешь. Благословение мощи, благословение мощи. Ладно, пока, наверное... Пока, наверное, как-то так сделаем, да? Ураж, я даже не знаю, нужен нам вообще или нет. Давайте сделаем. О, нашел предмет зарытый. Девкой делать нечего. Замечательно. Удачная возможность. Блин, на одной линии надо стоять, в одном ряду точнее. Я люблю стоять в одной линии, а не в одном ряду. Больше нифига он не дает. Вот акулий зуб. Так, а кто у нас может стоять в одном? О, кстати, надо сразу построение определить. А может их всех поставить сзади? Позади. Посмотрим, что получится. Что-то я так не пробовал еще. Там не все дотягиваются. С задних рядов так уж точно не дотягиваются до переднего. Физики всякие. Подходят зараза потом. Хотел глазастика посмотреть. Придется змеи в пасть заглядывать.
Так. Убирает одно очко истощения. Шанс вытянуть события. Отлично. Дает фортуну. Офигенно, офигенно. Сейчас вот это замутим. Случайный предмет. Тайник контрабандиста. Что-то не то обнулили. Так, еще одно очко фортуны. О, зарытый предмет, отлично. Ух ты, какой щит, я такой еще не находил, такую аватарку. Так, парирование дает. Это на ловкость, да? Альфонсо пойдет. Оборона от ловкости. Замечательно. Да ладно. Руна эффективности. Расход УД снижается на 1 очко при первом применении. Расход ОД. Отлично. Прям сюда и запихаем сразу. Больше некуда. Отдых, 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 отдых. Зачем нам столько отдыха? Снимает истощение. А, снимает истощение. Ну, можно бы было фураж делать, но нам фураж незачем делать. Можно баф кинуть, кстати. Давай кинем. Пылкой молитвой. Вот их события. А давай, наверное, долбанем. Вдруг там событие какое будет. На страже. Нам не надо. Так, еще 2 события можно взять, да? Дает 1 очко фортуны. Отлично. Еще 1 очко фортуны. Офигенно. Трескучий костер. Я, кстати, могу, да? Или я не успею? Ты находишь предмет. 2 хода же надо, чтобы прошло. А, я нифига не успею. У меня 1 остался. Вот. Азартные игры. Давайте посмотрим, что такое азартные игры. Предлагают азартные... Изменить... Ну, описание никого нет. Чё? Обменяй свои жетоны на шанс получить что-то полезное. Новая рука доступна после вытягивания всех карт, обновления ассортимента торговцев или уплаты небольшой пошлины. И все, что ли? Так у нас нету нифига. Вот для чего азартные игры. Ничего не тыкается, короче. Зря сходили на азартные игры. Короче, люди, не увлекайтесь азартными играми. Увлекайтесь стратегическими играми. Намного полезнее. Так, продолжить приключение. Ладно, хорошо. Так сойдет. На 2 схватки у нас есть пылкая молитва. 1 очко мощи. Каждый ход в течение 2 следующих битв. Отлично. Так, теперь сразу пойдем качаться. Нас ждет прекрасная прокачка. Только вот, я думаю, нам надо карты, да, подтасовать. Потому что там у нас у Альфонса 1 лишняя теперь будет. Изменяем колоду. От приманка смещает, кстати. А мы его через ловкость, да, пустили.
Его вот можно было через синенькую. А, через синенькую у меня хиллер. Ну ладно. Тут у приманки главное, что она смещает, а не то, что она там уязвимость накладывает. Основная добыча. Берем. Это тоже надо будет убрать. Так, тут еще не скоро убирать. Ну ладно, пошли О, тут надо что-то убрать, да? Он у нас через красный идет. Значит, надо... Активируется после наложения кровотечения двух раз. Дает 1 очко канала, дает 6 очков критического удара. Сохранение. Магический град уберем. А, мне вот кровопускание нафиг. А, подожди, у меня же пока хиллер не хилит, кровопускание пока... Пусть будет, оно очищает от проклятия, мне пока не кем очищаться от проклятий. Ну все, вроде бы нормально, я ничего не понимаю сейчас, что происходит, ну ладно, что-то происходит. Надеюсь, все хорошее. Евгений, привет, 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 привет. У героев надо постепенно втянуться, пока я вообще ничего не понимаю с ними. Во время схватки оно всегда... В бою оно всегда проще разбираться. Ах ты сволочь, смотри, он заморозил именно того, кто перед ним стоит. Даст всего 12 урона, так что я думаю, там найдется щитов. Найдется. Ну, остальные, значит, будут дубасить. Дуболомы. Вытяни 1 карту, получай 9 очков критического удара. Если вытянута карта атаки, получай 1 очко действия. Или сразу 33 урона вломить. Потому что тут мы фиг там что-то вломим. Сейчас критический удар получим, а толку активировать его не сможем. Надо просто вломить и все. Интересно, если взять всех персонажей с наихудшими главными характеристиками, как будет? Ну, у них карты будут слабее бить, слабее активироваться. То есть как-то будет не очень комфортно, я думаю. Как минимум, будет не очень комфортно. Так, теперь маг крови ходит. Вот могу, кстати, проклятие спокойно снять и увернуться. А кого я очищаю? Себя только? Нет, любого могу смотреть. Но накладу кровотечение. Сила крови активируется, когда на меня наложено кровотечение, или когда я накладываю кровотечение на кого-нибудь, включая себя. Вот я, кстати, не знаю, как она работает, эта карта. Давайте, наверное, сейчас попробуем. Правда, как я потом хиллера лечить буду, я не знаю. Ну, нафиг не буду я сейчас пробовать пока. У тебя же нету ничего от хила. Нету ничего для хила. Так что... О, а по нему жалко кровопускание нельзя делать. Так, мне надо 12 брони.
Ну, напротив кого встает, того и привязывает. Фига себе. Вот это 2 раза ему повезло случайного противника привязать. Ну, сейчас надо добивать. А, ну и либо его передвинуть, в принципе. Я думаю, попробуем добить. Ну, что-то у всех такой урон слабенький. Еще смещение сделать можно. О, сейчас точно мы его передвинем. Сейчас мы его передвинем, потом еще и магом передвинем. Пусть бьет пустые клетки. Дает и оборону, и шипы. Вот, вилами мы его передвинем туда, и все. Точно, виллы, вообще классная тема. А он же у нас еще и красный. Значит, у него эти виллы будут. Значит, можно будет у Альфонса убирать эту синюю карту с передвижками. Пусть лучше он вилами передвигает. Маг. Накладывает кровотечение. Ну, я наложил, а почему-то очки ярости мне не дали. 4 очка обороны мне не дали. Значит, все-таки на себя надо наложить 2 очка кровотечения. Я его даже убил. О, шлепанцы. Плюс 4 к инициативе. Красота. Могло быть и хуже. В этом режиме всему рад. В обычном режиме я бы их распылил уже. Так. Кому нам нужна инициатива? Ну, давайте посмотрим, у кого меньше, тому и дадим. 10, 8, 17. Восстанавливает ХП. Действия. Так, хорошо. Идем дальше. Куда? О, кстати, миссии же я не посмотрел. Место отдыха пусть будет. Золото. Вот. Поиск рун. Сундук с рунами. Как лучше всего. Сундук с рунами. Отлично. То есть можно сейчас до него дойти, да? Раз. 2. 3. 4. И еще потом сможем... О! Да ладно, так сможем даже. Сундук с рунами, наверное, не возьмем. Плюс 1 к урону от атак. Хуже быть не могло. Ну ладно, возьмем. Меч бастард, одноручный. Красненький. Красненький, да? Красненький это нам... Так, что я? А, сейчас я не могу, мы же еще не забрали. Так. Это просто плюс 1 к урону от атак, неважно кому отдавать. Так, у нас у мага вообще они атаки, атаки, атаки. Вот одна атака в ближнем бою, вилы как раз те самые крутые. Ну вот тоже атака в ближнем. Вот 2 карты с ближним боем. У этой все в ближнем бою.
Нет, не все. Некоторые заклинания. Не нравится мне вот это вот разброд шатания. А вот у него все атаки в ближнем бою. Ему в приоритете надо оружие отдавать. С уроном в ближнем бою. Но вот это ему точно отдадим. Тогда это красненькое Кудо пусть таскает. Так, хорошо. Можно еще, кстати, на разрыв. Точно, давайте, наверное, сюда руну перекинем. Нафиг мне это парирование. Пусть лучше разрыв 0 стоит. Ну и да, и сразу карты надо, конечно. Энергию крови убираем. Нафиг она нужна. А удачная возможность синенькая. Погоди, погоди, тогда ее надо это и дать девушке нашей. Фиг с ним, пусть магический заряд. Тогда сейчас мы удачную возможность девочке отдадим. Наш синенькая, я забыл уже. Так, тогда у него 12 карт, а вот у нее уже 13. Блок щитом убрать. А вот и хил. Ух ты, как он руны классно уложил-то. Прям замечательно. Еще и на монстра не нарвались. Что-то вообще идеально прошли, просто идеально. Как так-то? Какую бы партию бедолаг предложить? Давай, давай, предлагай. Картную характеристику, ну можно посмотреть. Ты же можешь оценивать сразу карты, какие колода дается начинающим игрокам. Начинающим героям. Если красный меч дать Роге, насколько урон карты упадет из-за разницы в силе? Давайте пооценим, оценим. Сейчас посмотрим. А это что у меня упало? А, светильник пункты открыл, понятно. Что там ты говоришь? Меч. Вот этот, что ли, разрыв? Так, разрыв, смотри, сейчас 10 урона и 6 кровотечений. Если кому там отдать ты хотел? Роги. Теперь у нас 10 урона и 6 кровотечений. Почему? Хрен его знает. Я не знаю, почему все равно 10. Может быть, не сбросилось еще? Не знаю. Может быть, это пока разница не такая большая, что тут 10, тут 14 силы. Я в этом пока не понял, не разобрался. Ну, что повышает по-любому показатели твои, силы твоих карт. А может в бою по... А, ну-ка давай посмотрим вот так. 8 плюс 100% модификатор силы. Плюс 2 предметы. Чего? А, так у меня модификатор силы двоечка. То есть у меня 8 плюс 2 должно было быть. У меня почему-то он не обновился, видишь? Второй показатель. Не 8 плюс 0 должно было быть, а 8 плюс 2, потом плюс 2. Должно было быть 12. А вот у него модификатора от силы вообще нету. Ему бы ничего не прибавилось. Ну,
тут нам тоже как бы ничего не прибавилось, но это баг, я думаю. Так что в бою надо будет на эту карточку обратить внимание. Скорее всего, тут будет 12 урона. И, скорее всего, 6 очков кровотечения. Скорее всего. Вот сила еще плюс 1 возьмем. Модификатор, правда, все равно плюс 2, потому что надо... Каждое четное повышает модификатор. Каждое четное значение. А, бой еще не скоро. Ты когда Хилу отдал удачную возможность, у нее урон с 13 упал до 10. А, ожерелье. Ну-ну. Так, хорошо. 2 на наши упало на нашу территорию. Ну вот можно к глазу, в принципе, пойти, если хочешь глазик посмотреть. Там и сюда, 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 сюда. Ну, тут не знаю, хорошая ли эта идея. Будет 2 боя перед боссом. Зато кузница. Тут 3 боя, но этот бой вот можно не считать за бой, потому что очень простой. Хотя 5-й уровень, блин. Да нет, наверное, все-таки здесь пойдем на змея посмотрим. Я змея сам не видел. Глазик потом, может, попадется. Посмотрим потом на глазика. Так, что у нас тут слабость еще? Ну да, со слабостью вот сюда попадать не очень мне хочется. На 6-й уровень до 2 босса сразу. Мини-босса. Так, а про это ты говоришь... Поменялось, да? Десятка. 10 плюс 100% модификатор плюс 0. А тут она показывала все равно 10. Ну, видимо, бой надо, чтобы прошел. Я говорю, у них тут как-то это связано с тем, что в бой зайти надо. И после этого боя модификаторы все работать начинают. Ну, короче, что-то глюк пока что. Так что правильно ты делаешь, что в игру не играешь. Ждешь, пока пропатчит. Сергей, здравствуй, здравствуй. 3 персонажами в сюжете обойтись нельзя будет. Игра сама поставит условия, что необходимо комбинировать партию в зависимости от врагов. Почему нельзя-то будет? Ну, в сюжете первого акта меня никто не спрашивал. То есть, какими хотел персонажами, такими играл. И хоть одним играй. Тебе никто не запретит. На 2-м, 3-м, 4-м акте я не играл. Ну, во 2-й чуть-чуть играл, но там тоже меня никто ничего не обязывал. Другое дело, это миссии есть, про которые меня предупредили, что может еще к 3 героям потребоваться еще парочка. То есть впятером драться против противников будешь. Вся информация с этими требованиями. Евгений, воин-тактик в магию, Катрин в силу и Барда в ловкость. Такое стремлюсь сам играть. Вот посмотреть бы. Воин-тактик в магию. Ну, это только от стартовых, видишь, будет зависеть. Катрин в силу, в принципе, чего бы нет, она довольно крутые у нее там эти заклинания. А, от силы-то у нее, наверное, ни хрена нету, да? Заклинания физики-то у нее есть. Красные, в смысле физики, говорю. А вот боевых-то у нее
Красных, наверное, нету. Ну да. Сложно будет играть. Там смысл тогда качать и красные. Ну, я думаю, будет адаптация просто этого героя. Ты просто будешь искать предметы с навыками готовыми. Или стараться по несвойственным школам пройти и собрать эти карты нужные. Просто сложнее будет начать. Концовка будет та же самая, скорее всего. Так, где мы находимся? Пошли драться. Я же все там перекинул правильно. Да, убрал. Так, вот, модификатора пока нету, пока не работает. Сейчас будем смотреть. После боя заработает, не заработает. Вот, я говорю, если у нее есть боевые красные карты, то мы просто будем эту колоду во время апа, во время вот этого поля навыков искать и изучать. Там это... Ромбик брать с этим навыками серебряными. Серебряными или золотыми и добавлять постепенно. Постепенно так выменяем все. Вот модификатор на ловкость тут работает уже на карте. Это в предмете, которая карта была. Так, у нее разрыва... А, вот у него же разрыв, да? О, вот он разрыв. Вот, модификатор сработал от силы. Двоечка, еще от предмета почему-то троечка стала. Хотя от предмета двоечка должна была быть. То есть не 10, а 13 все-таки. Так что... То, что пишут на кукле, на твоей, еще не факт, что в бою то же самое будет. Но это хорошо, что пишут меньше, чем в бою будет. Если бы наоборот, то, конечно, было бы печально. Одна броня. Вот это Альфонсо. Одна броня. Просто вперед вставать и все танчить. «24», а он бьет 9 на 3. 9 на 3, что, 17? Ой, 17. 27. 3 хп получим. Вон. А, тут еще слабость. А, нет. Наносимый урон снижается на 30%. Это мы слабо бьем, да? Фига себе мощные противники. Это на канал у нас. Вот заклинание канала, кстати. При атаке ты получаешь очки канала по числу пораженных врагов. Ну, в общем, получим 2 очка канала, сразу это будет 1 единичку стоить. И что-то их 2 вдруг стало. А у меня что, карта еще и это? Дополнительную карту дает? Или оно так и было 2? Что-то я не заметил, что их 2 в руке. Ой, какой урон-то хороший. Одну отбили. Вот разрыв пригодился. Сейчас, если мы этого закокошим, укокошим. Но нет, мы его не укокошим.
19 хп оставили. Как Альфонса хилить будем, не знаю. Куда ты спрятался? Так, с этой линии просто надо уйти. Я думаю, вот сюда куда-то встать. Этого мы сейчас убьем. Встанем сюда. И защититься только от девятки. А, девятку тоже можно сдвинуть вниз. Не могу, я все же в линию встаю. Удобнее в линию играть. Успеет походить, надо самому отодвигать союзника. Подожди, кровотечение же оно не наносит урон. А чё я туплю-то? Это по мне дополнительный урон просто идет, да? Точно, точно. Так что, в принципе, можно и от кровотечения поиграть. Я-то его из-за этого боялся. Вот она, ярость. На 40% больше урона. Другое дело, что заигрывать с кровотечением не стоит. Слишком сильно. Если по тебе не попадают, можно хоть за истекаться кровью. Да, да, я вот тоже про это. Видишь, в разных играх кровотечение это разные вещи. Поэтому на подсознательном откладывается, что кровотечение у тебя каждый ход тик будет крови из тебя вытекать, а тут оно не так работает почему-то. Ни в одной игре нету того, что кровотечение это просто повышенный по тебе урон. Ну, я не видел такого, не припомню. Ну все, теперь уже дело техники добить. Правда, он собака первый ходит. Да мы его поди убьем. С Катрин-то что у него за карты?
Она же боевая у меня. Телочка. Еще 33 осталось. Что с тобой было не так? Еще щиты, что ли, были какие? Танкуй. А, в кровотечение в эту тоже уходить не хочется. Короче, у нее вон 2 отклоняшки есть, если что, пусть. Ах, не получится мне так. Если вот так только. Вот так он в Катрину будет бить, да. Ну давай, добивай, если сможешь. Так, 18. Тут 30-ка урона. Ну да, получится. Восстанавливает ОЗ равны количеству очков кровотечения. Так, отлично. А кому? Себе только. Ах ты ж зараза, эгоист какой. А чё у него с ХП, не понял. Полоска, как будто сейчас у него ХП уменьшится. Не понял я вот этот юмор. Этот юмор мне не понять, не разгадать. О, и снимаются очки кровотечения еще этой фигней. Понятно. То есть можно в защиту вставать одновременно и не париться, что у тебя кровь течет из носа. Интересная штука. Ну, откуда интересно играть? В самом деле, чем сложнее персонаж, тем интереснее им играть. Единственное дело, что лень разбираться поначалу. А, у него щиты! У него щит... Из-за щитов я на него слабость не смог наложить. Вот же скотина. А, погоди. Как она работает? Ну да, уязвимость не смог наложить. Раньше кровь не добавляла дамага, а урон наносился при движении. Вот, точно, точно, точно. Кстати, я вспомнил, так и было. А реально, зачем убрали-то? Прикольная механика была. Двигаешься, получаешь урон. Нефиг было с себя кровь пускать. Точно, точно. Че, добьем, поди? Ай да святая баба огонь. А, слушай, я, может быть, хилить не смог, потому что на нем кровотечения не было. Давай на него кровотечение кинем, посмотрим. Сможем ли мы потом отхилить, если, конечно, карта придет ко мне когда-нибудь. Ой, убил. Черт, не получилось посмотреть. Хотел озноб повешать, она же еще и с уроном была.
Хотя так и так бы, наверное, убил, да. Так, посох, конечно же, интересный. Лучшее из того, что у нас есть. Посох на заклинание. Урон от атак заклинаниями на 3 повышает. Атака заклинаниями. Вот у нее атака заклинаниями одна карта, вторая карта, третья карта. 3 карты. Атаки заклинанием. Вот тоже 3 карты, если синенькую не считать. Тоже 3 карты атаки заклинанием. Так что да, наверное, ей отдадим. Посох будет с посохом лупить по башке противников. Давай, отдавать. Так. Что, все? Все, что выбили? Че так мало? А, еще руны же зеленые. Так, привязанные навыки дают 1 очко скрытности. Скрытность-то. Скрытности у нас пока у Альфонса нету, да? Карт на скрытность. Наверное, не будет. Что-то я такого не видел. Ладно, пока зеленую руну трогать не будем. Давайте апаться. Тут все стандартно. Ты у нас красненький. Да, красненький. А что, сколько ты уровней получил? А, еще один. Так, модификатор красненький. Ты у нас голубенькая. И ты у нас зелененький. А, и тебе не дали 2-й уровень, да? Ну понятно. Точнее, еще один. Ну-ка, сейчас что у нас меч показывает? Разрыв 10. Все равно 10 показывает. Вот модификатор не прибавляется. И почему-то, да, почему-то +2 от предмета. Не +3. А, правильно, +2 же. Ой, +3. У нас меч дает +2 к урону от атак в ближнем бою. Кольцо +1 к урону от атак. Правильно, предметы нам +3 дают. Баг. Всяко баг. По поводу полоски хп, это показывает, сколько у тебя хп отлетит при тычке, помимо остального входящего урона. Понятно. Синенькую карту можно руной перекрасить в силу. Скилл топовый мага кроя. Так у меня нету руны, которая перекрашивает. Это же тебе не компания, где можно руну купить спокойно и непринужденно. Чтобы это сделать, нужно... Тебе должно очень сильно повезти. Так что я как-то на такое не особо рассчитываю. Что тебе жизнь что-то даст. Тебе удача подвернется боком нужным. Оно так в жизни не работает. Так, тебе придет на помощь дух волка. 3 очка к инициативе врагов. Нельзя использовать расходники. Не сильно-то и хотелось. 6-й уровень, был 5-й у нас до этого. И тут есть босс, который еще смещает в любую точку. Ясно, понятно. Надо от тебя просто уйти сейчас. Волка можно и подставить. Фига, 151 хп. Да, сначала твоих подаванов вынесем. А потом тобой займемся. Моя маленькая матриарх. Это же Арчиха? Или кто это такая? Хоп-гоблин, боец. Блин, да на Арчиху похоже. Я не... Что за хоп-гоблин? Да ну нафиг. Ну ладно, хоп-гоблин. Для Арчихи, наверное, низковато маленько. Так. Что у нас? Ты ходишь.
Ну что, с серебряными картами, что тут думать? Лупим и все в носяру. Псяре. Плохо, что он первый ходит, ему бы после... Хотя какая разница? Волк последним ходит. О! Ты когда ходишь? А, это вот это ходит. Это пофиг. Дамочка. Так, сейчас, наверное, перемудрю немножко. А он по одной цели бьет? По одной, по-моему. Да. То есть можно и сюда уйти, просто в эту точку. Тогда мы можем вот так сделать. Просто сюда волка поставим, и все, он будет бить по волку. Мне даже очков действия лишних не надо. Ах ты ж гадина! Такую карту на тебя тратить. Вот это получше. 7 очков кровотечения. Так, тогда добьем вот... О, вот это может добьется. Ах ты ж зараза. Не повезло. Не получилось, не фартануло. Вот, сразу на босса вешаем кровотечение, ибо нефиг без кровотечения ходить. Ну и преграду. Отморозок и бить стал слабее. Что-то 2 раза долбанули, они типа в связке что били. Тут активаторы у них еще были, удачные возможности. Ох вы какие хитрецы! Ну, бедный волк долго не проживет, походу. Я сейчас его буду только подставлять. Так. То есть нам вот этого просто перенести сюда, и все нормально будет. Понятненько. Но его бы и поколотить сейчас. Ходит у нас первым вот эта дамочка. Так, сначала вот эту тогда убьем. Это мы сделаем 1, 2 и приманками. А что это было? Собака, у него ответка какая-то, что ли, еще была? Фу, блин. Как я так не... Вообще не понял. Вот у этой какая-то хрень была. Я думал, он себе щит вешает. Что за... Что это было? Преграда так. Ну пофиг, у нас есть одно воскрешалка сейчас. Удачная возможность. Ну это понятно. Обороняется. Обороняется 8 урона. Быстрый удар. Какой-то у него еще обороняющаяся хрень была. Вот это да, вот это интересно. А вот не играл с ними и не это. Ну и ладно, все равно воскресим. Так, если, конечно, сейчас не отлетим. Все, сейчас же он не обороняется больше. Я не вижу ничего подобного. Да какого хрена, что происходит? А, заступник, вон оно откуда. Так, пассив, когда соседний союзник получает урон в ближнем бою, наносит атаковавшему 10 очков урона сохранения. Зашибись. За обе щеки.
А насколько ближний союзник? То есть... Соседний союзник. Только вот этот, да? Поэтому можно было бить. Охренеть. Вот это прокололся. Ctrl-Z, как тут? Нельзя Ctrl-Z 2 раза нажать? Черт. Не работает. Ты вовремя... А, Жова, это из-за тебя я тут сливаюсь. Не, ну сейчас-то все, сейчас все нормально будет. Сейчас мне его неким передвигать. Так. Тогда мы просто вот этим сюда уйдем и все. А если я заклинанием бью? Все равно защитник будет работать. А, урон в ближнем бою. О, а заклинание это не ближний бой. Проверим сейчас. Нет, получилось. Удивительно. Случайно получилось. У нее тут активатор еще есть, слушай. У тебя не ближний бой тоже есть. А, блин, а она ударила. Хорошо, что, блин, всего 10 урона щит выдержал. Как я предусмотрительно щит-то кинул, а? Она-то активатором-то ударила. Я что-то вообще не подумал опять, что активатор сработает. Так, тоже заклинание, кстати. О, кстати, обе карты пришли. Вот сейчас можно кровопускание на союзника кинуть и посмотреть, получится ее отхилить так или нет. Вот этой картой. Нет, не получается, только себя можно, зараза. Так оно не работает, оказывается. Так, ну ладно, это тоже заклинание. Хоть одного минуснем. Ну блин, ты столько лишнего урона нанес. Кошмар. Можно никуда не ходить. Тут, конечно, толпу урона бы вот в эту дамочку кинуть было. Ну вот опять соединились. То есть бить надо босса, получается. Эта собака первая ходит. Вот эту собаку надо заклинанием убивать. А босса тогда физикой пока поколачивать потихонечку. Босс бьет. Наносит 12 очков урона. Каждый соседний союзник наносит той же цели 4 очка урона. Ага. Гаси. 5 волка надо подставить, что ли? Или я смогу защититься? Нет, я, по-моему, не смогу защититься. У меня еще кровотечение там хлещет. Так, это у нас заклинание. Это хорошо. Ударчики я тоже, в принципе, могу по нему долбить. Подожди. Я теперь все боюсь по ним бить даже. Так, у него это не изменилось, заступник не изменился вроде. Пусть пёсель получает. Хотел пёселя похоронить, похоронил уже одного своего, еще и девочку чуть не похоронил. Вместо Ctrl-Z использую Alt F4, говорят, что заменяет. Здесь не надо Alt F4, здесь можно вот в меню вышел и выйти в меню. И начнешь перед этой битвой. То есть, в принципе, можно так использовать. Кстати, спасибо, что напомнил. Леща отхватил богоюзер, это карма. Блин, да уж. Да, ребята, да, есть такое дело. Начинаешь после этого в карму верить.
А знаешь, это можно даже объяснить. Когда ты богоюзер, ты привыкаешь к тому, что слишком легко, слишком все просто, и теряешь бдительность. А тот, кто теряет бдительность, быстро по щам леща получает. Может, добьем уже босса, у него что-то поменьше, чем у того второго. А, его надо бы этого еще сдвинуть. А, это ж физика. Вот это заклинание, в принципе. Толку. Я вот этого могу сдвинуть. Ну как сдвинуть? Убить. Убить-то убил, а, блин, а если меня сейчас этот завалит? Хиллера. Может, перед хиллером сразу встать? Точно, давай, наверное, перед хиллером нафиг встанем. Волк может на ее точку встать и ее подставить. Вот тогда будет не очень хорошо. Так, а он максимум может на одну клетку ж походить, да? То есть зря я сюда встал. Ну ладно, волк поди не будет подставлять меня. Он же не я. Ну, все вроде нормально, ништяк. Противник ничего не стал делать страшного. Боюсь бить врагу. О, какой хитрец. Еще же мощь дает. Я в прошлый раз это даже не использовал. Бедный. Бедный Гамлет. Сейчас мы будем его воскрешать. А все, уже воскрес. А что это у нас было? Это у нас воскресила его фиолетовая фигня, да? Это артефакт. Целебный лист. Приложи куда-нибудь. Целебный лист. Пышку сразу ему вылечим. Дратути, дратути. Нет, нет, не слил. Я специально на этот случай артефакт взял, который воскрешает. Неинтересно, да? Нет, всего один раз воскрешают за признание артефакта, который... Так. Что у нас? Одно очко доступное. Есть у меня какие-нибудь карты, которые союзников лечат? Хотя бы если у союзников кровотечение. Просто восстанавливать 7 УЗ. Кому? Наверное, себе, да? Непонятно. Коагулировать, что значит?
Наносит 5 очков урона себе или союзнику. Другие союзники восстанавливают 4 очка здоровья, плюс 3 за каждое наложенное на них кровотечение. Вот оно. Зубчатая связь. Вот этой картой смогу хилить союзников. Но это такое себе, потому что ты же себе урон наносишь. А если я себе не нанес урон из-за щита, то все равно союзники восстановят 4 очка здоровья. Если все равно восстановят, то стоит взять. Ну и тут серебряные пошли уже. А, вот у меня кроветворная, да? Вот. Она дает 18 очков здоровья, обороны восстанавливает УЗ равное количество очков кровотечения. Тут не написано кому, но я ее могу применить только на себя. Значит, нифига. Вот это коагулировать точно на других не действует, только на себя. Ты еще попробуй, блин, ее вытяни. Превращает все свое кровотечение в ожог, восстанавливает 5 УЗ. Ну вот, кстати, виллы еще одни. Ну да, стоит нам сейчас карту новую взять. В любом случае, может, виллы выпадут. Это будет неплохо. Если что, 3 фортуны есть. Хитрый маневр ТОК. В описании было сказано с 30%. Да, с 30% здоровья там было, да. Вот ты как хотел, от 20 3 хп это и есть 30%. Вот так вот механика игры такая сложная. Подожди, а там 30% или 30% при прокачанном было? Где вот сейчас посмотреть можно? Артефакты. Где мне артефакты-то сейчас глянуть можно? Сейчас, наверное, нигде не глянем. Нигде не глянем. Ну, в общем, ладно. Назад можно отлетать, стрим посмотреть. Так, ладно, берем, открываем пункт. В жатве, да, у нас этот, как он называется, виллы. Виллы у нас здесь. Вот они, виллы. Черт. А мне магия крови нужна. Вот эта зубчатая связь. Ну ладно, попробуем зубчатую связь, что там нормальная магия. Уменьшает кровотечение на 7. У любого, у себя или у союзника. Плюс очищает от проклятия одного. Кровавая буря. Ну, снова кровотворение это. Ну, что последнее? Все, я все потратил. Вроде 2 раза только щелкнул. Дошел до 3-го акта, все не могу себя заставить. Так,
Во втором акте как-то утомительно. Как пасьянс после работы. Было бы весело, как пасьянс во время работы, знаешь, если где-нибудь сидишь вахтовиком, там, охранником или еще что-нибудь. Вот это вот вместо брони можно себе взять. А у него, по-моему, вообще брони нету. Сейчас не посмотришь. Ну, она серебряная, тем более. В любом случае ее брать надо. Сейчас посмотрим карты, какие у него там есть у этого. Кудо. Кудо пошел. Да, у него преграды есть. Вот мы их и поменяем. Все поменял. Так, здесь теперь разобраться. Тут тоже бы карту взять вместо красной. О, да, карту надо брать. Я же ей хил-карту хотел взять. Хил-карту. У нас в святости лежит? Нет. Не в святости. Тут круг очищения только. В святости. Целительная сила у нас. Небесная сила, лечение. Возложение. О! А вот для чего у меня одно очко фортуны сохранено было. Чтобы я сейчас его использовал. Один фиг не дали. А вот, союзник получает 2 очка канала, накладывает 6 очков восстановления. Вот хоть что-то нашел. Освещение. Спасибо за духовную точность. Когда ты лечишь союзника, он получает 10 очков критического удара. Может, сначала ее возьмем? Блин, а. Вот у меня никому каналы не нужны. Вот в чем проблема. Погоди, нет. Заклинание канала, заклинание канала. Кто-то у меня же пользуется. А, она сама у меня использовала заклинание канала. Плохая карта для хила. Так, возьмем вот эту, я думаю. А потом... Блин. Потом попробуем взять карту на хил. Ну, блин, как бы... Слишком говёная вот эта карта совсем уж. Сейчас мы ее скроем пока. Воспользоваться ей не можем. Серебряная. Когда еще такую возьмешь? Увы, увы и ах. Во, кстати, что-то тут есть, да? Торговец. Вместо работы денежка, чтобы исправно шла. Ну, тут надо на такую работу найти. Чтобы у тебя вместо работы и денежка исправно шла. Банка есть. Одна. Нашему воину жезл подойдет. Прям идеально подойдет. Еще и кровотечение накладывает. Еще и конкуренции с морозом нету. Тут огненная земля, она там ожог накладывает. По-моему. А, привязанные атаки накладывают 6 очков кровотечения. Это же не атака.
Черт, это заклинание. Хреновый жезл. Надо другую карту сюда привязать. А как ты ее сюда привяжешь? Никак не привяжешь. Быстрый удар для ловкача можно, кстати, взять. И свой быстрый удар скрыть. Этот удар уже второго ранга. А у нас у ловкача что? Щит. Парирование. А, во, вместо этого меча можно взять. Ну или меч куда отдать. Да, вот это хорошо. Дешево и сердито. Вот он, быстрый удар 11, а наш быстрый удар 9. Хотя, наверное, лучше наблюдение убрать. Одни быстрые удары. Так, это просто к силе добавляет наручи. Ну, тоже хорошо. Можно на +1 к силе кому-нибудь взять. Инициатива плюс смещение. Карта. Карта беспонтовая. К урону от атак заклинаниями 4. А у нас 3. Да, вот это можно, кстати, продать. А вот это купить тогда уж, пока ничего лучше нету. Зараза, тут 3 урона от атак заклинаниями. Тут 4. Ладно. Концентрация урона. Так будет лучше. Так, что там у нас еще 161 золотой? Ну что, силу берем, я думаю, с инициативой. Нет, инициативу-то, наверное, брать не будем. 1 интеллект, 4 к инициативе. Тут, конечно, слот отстойный, но когда мы его занимать будем? Так, вот это А, 95 они стоят. Нет, лучше в дешевку одеться пока. Так, что насчет хила делать? И рун. Это сопротивляемость. Так, это у нас 1 ос. 3 очка обороны. Истинная сила. Начинаем битву с этой картой в руке. Красненькая. Разрыв можно, чтобы в руке всегда был. Быстрый удар или парирование. Разрыв, быстрый удар или парирование. Так, она у нас какого цвета? Красного. Красного. Тогда только либо парирование, либо быстрый удар. Ну давай быстрый удар. Нормальная тема будет. 2 можно сразу. И все, я тогда больше ничего не куплю. Ну и шут с ним. Одна из моих самых нелюбимых рун, а я ее аж 2 штуки купил. Будут карты посильнее, переставим в другой шмот. Ну, если, конечно, шмот такой будет. Все, да? Больше ничего купить. А вот всякие целебные листы можем еще купить на оставшиеся. Давайте, наверное, купим.
Куда нам еще деньги девать? Так, покинуть. Да. Ох, тут толпа. Ну хотя волнами. 9 врагов, 2 волны. 105% к найденному золоту. Один предмет. Ну хотя, что тут толку? Так, о! Дух медведя у нас будет танковать. Хорошо. Сначала его сольем. Тайники данных. Что такое тайники данных? Морозная земля. И все. Негативно это всего лишь одна морозная земля. О, Мишка сразу куда надо встал, молодец. Так, прям на лед. Этот по прямой бьет. Этот в Мишку. Ага, этот в 2 точки. Сюда вставать нельзя, в эти точки. Этому надо, значит, сюда вот уйти. Погоди, тогда этот будет бить. Так, как же мне быть-то? А я смогу скелета грохнуть вот этого? Он там ходит после всех. Карта интеллекта. А вот тайник данных. Что-то. Еще подо мной карта интеллекта под Альфонсо. И под Катриной. Под хиллером. Которая пока не хилит. А, я же могу переместить. Просто переместить. И тогда сюда встать Катриной. Успею, да? Переместить еще и на морозную землю. Да, перемещу, наверное. Будет проще. Ну что, поехали долбить. Быстрый удар, топовый. Если карта атаки, то 1 очко действия. Вот это, наверное, сначала сделаем. Нет, не карта атаки, ворота эти сраные. Надо будет вообще эти ворота убрать, чтобы они мне не мешались. Я, может, его и так убью. А нет, не получится. Так, здесь стоять можно. Броню на себя на всякий случай кинуть. Ну хотя, вряд ли... вперед меня все равно никто ходить не будет. Так что смысла нету ее кидать. Можно прогуляться. Можно не прогуливаться. Так. Этого я не могу смещать, да? Мне вот этот мешает. Ну, короче, он сам себя-то хилить умеет. Ему вообще проблем нет. У него 2 карты на хил. Ладно, тогда.
Блин, заклинаний-то у нее нету. Просто уйдем тогда. Можно сюда встать. Чтобы далеко не ходить. Ну, хоть этот Мишку нашего не обидит. Одного хоть слили нормально. О, кстати, Чё за происходит-то? Как у каких-то скелетов, что за удары сквозь медведя были? Задолбали. Ну, короче, да. Босса мне не одолеть тогда. Только хотел сказать, надо было разовую карту взять, захилить ее. Захилил, блин. А, фейл за фейлом. Да что за фигня? Целим на 2 клетках. Продвижение вот это что ли было? Вот это, наверное, была карта. Чем он меня убил? Так, продвижение, да, продвижение вот этой карты долбанул. Блин, ну как я... Чё я не почитал-то? Уж внимательность это. Хотя что дальше играть-то? Давайте это сразу. Выходить. Посмотрим, сработает, не сработает в этом режиме. Только начали бой, в принципе. Нормально. Сработало. Фу. Балбес. Это не какой-то скелет, нельзя его недооценивать. Кто вот это был? Просто прямые удары. О, они сейчас еще и после нас ходят все. Так, одному надо сюда встать, и этого надо сюда увести скелета. Нет-то ни у кого такой возможности скелета увести, значит убивать его надо. Это даже лучше, это даже больше нравится. О, нормально. Отлично, карту атаки вытянули, очко действия восстановил и смог использовать мощную атаку с критом. Ну и дополнительный удар тут девушка у нас помогла долбануть. Так, что мне насчет целебного? Так, не у тебя, у девушки надо целебное снадобье испить. Оно красное, поэтому 4 ОЗ всего, а не 6. Понятно. Выбери карту, которую нужно убрать. Вот зараза. Молитва так-то хорошая. Четыре очка здоровья всего. Вот эти вот пилюли, значит, будем отдавать физикам. То есть, ему они нафиг не нужны.
Нафиг эти листы алоэ, чертова. Не сдались, короче. Так, вот ему надо будет уходить. Смотри, закончим вот здесь, наверное. Опять она впереди стоит. Там же, где сдохла. Ну, это судьба. Неспортивно поступил, да? Надо было дальше сражаться с боссом двумя типами. Да я просто думаю, что такой геморрой, кто бы смотрел. Кому интересно смотреть. Главное маневры. Главное внимательность в этой игре. Конкретные клетки. Конкретные клетки. Так, на этих двух стоять нельзя. И на этих двух нельзя. Ну, либо сюда уйти, этого убить. Либо тут кого-то из них надо грохнуть. Мне клеток иначе не хватит. Ладно, пока вот эта клетка точно безопасная, в нее никто не целится, никто не бьет. Пока тут можно остаться. Так. Смещение плюс уязвимость. Могу вот этого наверх подвинуть и потом этим сюда спрятаться. Хотя бы так сделать. Катрин тоже можно вниз увести. Карта интеллекта, вот ей как раз такая нужна. А что толку? Так, ну и маг. Маг крови. Что мы успеем сделать? Ну мне в принципе кровавый удар только ударить, и все. Эти я делать не буду. Так что нормально. Ух ты ж, какое уронище. Да не, надо, наверное, по фокусу вырезать. Всем интересно смотреть, как стример мучается, и флоут мы и сами умеем. Не, ну, блин, не знаю. Ну, смотри, я... Могу, конечно, сейчас специально ее поставить, чтобы она сдохла. Делов-то.
А откуда ты знаешь, что все умеют сейфлоад? Может, никто не знает про эту фишку? Вот рассказал. Я же о вас забочусь, не забывай. Моя основная цель какая? Донести информацию бесплатно, между прочим. Информация должна быть бесплатной, вот я ее и распространяю. Заодно и сам выжил. Так, что попробуем опять комбинацию из 3 пальцев? Не будем? Они вроде по медведю бьют, но, блин, как тут написано-то? 2 клетки. Ну, написано, что 2 клетки. Ладно, попробуем. О, получилось. И надо отсюда уйти, потому что мы на морозной земле стоим. Куда уйдем? Если я его сейчас убью, будет очень хорошо. А, тут еще, блин, вот эта зараза. Ладно, мы там потом через смещение уйдем. Сразу уйдем через смещение. Так, получилось. Ну, сейчас же он меня не ударит. 2 клетки. 9 урона. Не знаю. В чем сила? Сила в крови. Смотри, сволочь, все равно бьет. Короче, по ближайшему, потом следующему сопернику бьет. Вот скотина. А чем я ее хилить-то буду? Так, надо банки было передать, наверное. У кого-то еще есть у меня банки вообще? Есть. На 15 ОЗ. Гадина какая. Мощный выстрел. Существо в самом дальнем ряду. У меня вот есть парирование на 10 брони, только мне его не хватит. Так, короче, с этим хотя бы разберемся. Сейчас будем разбираться с этим. Парирование. Так, если я сейчас сюда попробую, я же не смогу. О, смог. Нормально. Будет, значит, в мага крови бить. Это хорошо. Так, мне надо Мишку подтянуть. Он по линии бьет, гад. Мишка. Толку его подтягивать, проще самому начинать избивать противника. А, мне тут нечем избивать будет. Поэтому, наверное, сейчас с Мишкой займусь немножко, хоть его протащу. О, можно Мишку подставить. Молитва пришла. Пока не буду использовать. А, я двигаться не могу.
У меня этой фигни на броню нету. Сколько он мне даст? 15 урона? Ну, потом отхилюсь, ладно. Сейчас пока кровопускание не буду на себя вешать. Подожди, а что заменилось? А, это уязвимость была. Все правильно. Даже хилиться не пришлось. Альфонсо сразу 3 уровня получил, отлично. Выбирай с умом. 2 очка обороны от навыков ловкости, 2 ОЗ. Отличная бронька, мне нравится. Правда, ОЗ маловато. Да и очки обороны маловато. Зато, наверное, подойдет нам. ХП у нас мало, брони вообще никакой нету. Да. Тут еще вот амулет с цитрином хороший на интеллект, но... Максимум ОЗ. Хрен его знает. Нет, наверное, давай все-таки этот возьмем. На интеллект он хоть сразу будет действовать. Так, что у него сейчас? Удачная возможность. Ну, удачную возможность можно любому отдать. У кого интеллекта больше? У них одинаково тупые. Так, теперь надо прокачаться нам. Ну что, начнем с девочки. Нам исцеляющие карты нужны, иначе все пропало. Иначе все пропало. У нее, по-моему, еще с инициативой проблема, если я не ошибаюсь. Инициатива 12, 17, 10. Инициатива 12. Или через характеристику пройти. Ну давай через характеристику. Так, карты. Может быть, здесь возьмем сразу крутую. Заразу. Не получится. Здесь только круг очищения. Так, целительная сила у нас здесь есть. А вот в целительной силе здесь как раз хила вообще нету. Карты 2-го ранга не хилят. Тут, понятно, красненькие все. Круг очищения, может быть, выпадет, конечно, но что-то... А нам он не нужен. Нам не нужен круг очищения. Нам нужен именно целительный. Так что пока не будем это делать. Сейчас используем лучше вот этот навык, поищем. Попробуем выбить. Ай, шанс, конечно, капец низкий. Нам нужна обычная карта лечения. Вот это вот в целительной силе. Даже зараза. Ну ладно, хоть на оборону его, на берег духа возьмем. Сбрось карту исцеления, получи 1 очко канала. Спасибо, друзья. А, серебряная карта опять пришла хорошая. Ладно, 25 очков брони тоже хорошо. Так, а что-то у нее нечего, да? Ладно, нормально все. Хил. Я хотел ей бутылку еще отдать. Дать жевать, по крайней мере.
По минимуму. Так, и у него попробуйте еще хил выбить. Зря я ее там через интеллект пустил. Надо было клирика брать и не париться. Так, а у него где... Дает 14 очков обороны, восстанавливает ОЗ, равное количеству очков кровотечения. А, себе. Нету здесь нифига. Ну, тут про озеро крови. Да елки-палки, ничего интересного не получается скомбинировать. У него одно очко осталось. Так, можно попробовать тогда... Какая у нас открыта? Так, верхний правый блок открытый, верхний левый блок открыт и верхний... А, не верхний, нижний. Так, этот и этот открыты. Вот этот и этот. А, нигде тут карт нету. Ну, хрен с ним, магию крови туда возьмем. Ну тут ничего интересного, опять же. Как это хила нет, он же через карту атаки появляется. Там была такая. В смысле? Хила про кого-то, во-первых. Хила нету у кого? Здесь, что ли? В жатве? Или ты про что? Может, карта атаки есть, только она другого цвета? Я в этом плане. Зелененькие тут я не смотрел. Не знаю, про что ты говоришь. Так. Истинная сила. Истинная сила. Вот эта карта у нас всегда будет. Она нас будет заряжать этими очками стратегии. Плюс давать кровотечение. А, и на себя, и на союзника. Обязательно на союзника, что ли? Массовая зараза. Вот это неплохо. Это плохо. Короче, я затупляю. Я вообще не могу решиться, что взять. Тогда, знаете что? Тогда просто заточим карту. Я вот что думаю. Мы сюда все равно пойдем, но возьмем вот этот блок оттачивания. Так будет выгоднее. Так, вот, кстати, виллы. Оборона через... Восстанавливает УЗ, равное количество очков кровотечения. Плюс оборона. Карту можно заточить.
Можно кровавый удар заточить. Исходный показатель на 35. После розыгрыша этот навык расходует все очки ярости. Каждое очко ярости увеличивает урон на 40%. Слушай, а если мы попробуем заточить ту, которая хилит только нас, может быть, она начнет хилить не только нас? Нет. Нет, такого тут нету. Тогда кровавый удар, что тут думать? Силу возьму на 35%. Через ярость не хочу пытаться, потому что там сложно это все будет подобрать. Тут сразу наверняка уже все будет работать. Ну что, попробовать у Альфонса найти карту на хил. Так, ну ему сначала ловкость дадим вообще. Че он у нас без ловкости бегает, прыгает? Ну, у него, разумеется, ничего тут быть не может на хил. Можно попробовать выбить карту, которая смещает. Или карта на скрытность какая-нибудь там. Блин, ну это надо сидеть изучать часами, я так понимаю, прежде чем что-то найти. Так. Так. Сейчас тогда проще будет нам... Какая у него? О, у него отличная инициатива. У него прекрасная инициатива, так что, наверное, просто ранг ранг навыка мы не сможем повысить, у него уровень маленький, да, там 5. Только ранг навыка этого бронзового. Какой-нибудь быстрый выпад. Тут 3 уровень всего лишь нужен, чтобы ранг повысить. Уж. Дилемма. Нет, наверное, просто хп ему повышу. Хватит пока так. Ну и чё, босс нас ждет. Я думаю, он нас будет пытаться сливать, и у него получится. Я в себя не верю. Так, меняем колоду. Чё лишнее? 1 уворот лишний, я думаю. 3 уворота, в принципе, достаточно. И хил. Вот толку от этого куража, что он у них лежит. У этого он эффективнее. Очко действия, вот это, кстати, может очень хорошо помочь Альфонсо, нашему товарищу. Чё к чему? Почему 4 кураж у нее дает? Восстановление 6 написано. Плюс 50% от модификатора силы. Плюс от предметов. Сила у нее модификатор +1 вообще. У нее кураж должен быть 7 равен.
Непонятно, короче. Ладно. Поехали с боссом драться. Про Катрин. Хилящие карты появляются в руке после использования атакующей. А, ну это которая случайную цель хилит. Это у нее карта, в какой же она лежит-то? Ну нет у нее этой карты. Сейчас нет у нее в колоде такой карты. И там в серебряных, по-моему, ее нету. Она в бронзовых лежит. Че это такое? Что-то описания никакого нету. Это от него рисунок, что ли, от змея? Вот этот вот. Зелененький. Непонятно. Ну ладно, давай смотреть, что он делает. Что у него есть, иммунитет. Отменяет 2 раза проклятие, неподвижность, не перемещается врагом. Ха-ха-ха-ха. А, можно было эту карту вообще не брать. Вот эту приманку. Смещение цели. Ну ладно. Так, куда он бьет? Существо в самом дальнем ряду. Еще и яд накладывают. Ну, в общем, если 8 брони будет на существе в самом дальнем ряду, кстати, он последний ходит, это хорошо, то яд вообще не наложится, да? Так, а это что? Существо в самом ближнем ряду. В общем, мне нужны 2 пацана. А можно на одного пацана 2 щита накинуть на 8 и все. Или 1 щит на 16. Если я тут все правильно понимаю, то нормально все будет. Так, у нас есть, кстати, здесь на 13, плюс у ворот. Это уже до хрена. И позволит ему делать боль. А тут 14 обороны, плюс преграда есть. А, ну он сам защитится. Не, у него все нормально. Короче, просто долбим его потихонечку. Что-то босс какой-то, это сам. Слабенький. Пока что, ну пока удар у него слабенький. Так, карты, да. Вытащил приманку. Вот это надо было, блин, использовать. Пусть по Альфонсо бьет, короче. Вот я что придумал. Озноб. Отлично. Озноб снял с него эту иммунитет. Чертов. Теперь я смогу на него криты вешать, да? Ну, кровотечение в смысле. Змей не сдвинешь на уязвимость, ляжет. Ну, это понятно, просто уязвимость-то синенькая. Как бы нафиг она нам синенькая у ловкача. От интеллекта. Такая себе уязвимость получится. Смотри-ка, и тут оборона появилась. В соседней клетке получает еще и бдительность. Прирост обороны. Прирост обороны. Может, все-таки стоит ее использовать? Тогда уж Катрин подставится. Давайте, наверное, используем.
Чтобы они в следующий ход смогли больше обороны на себя накинуть. Мало ли, может быть, понадобится. Пожалей Катрин. Чё ты ее под всех подставляешь? Чё не пишете? У меня уже это хомяк мой кричит, чтобы я и его собственность не уничтожал. Мощное искажение, серебряная карта, наносит 16 очков урона. Цель особая. Выбор цели уникален для этого навыка. Кто является целью? Отбрасывает на задний ряд плюс 9 урона за каждую пройденную клетку. Что это значит? За каждый, то есть сколько клеток отодвинул? Насколько клеток отодвинул и прибавится урон, или за каждое расстояние между мной и противником? Блин, это важно. То ли я получу плюс 18 урона каждому, то ли не получу. За каждую пройденную клетку. Нифига не понятно. Сколько я в итоге получу? Тут 13 написано. Почему 13? А, ну 13, потому что озноб. Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки 13 будет, да? Плюсик вот этот не сработает. Наверное. Наверное. Ну, давайте рискнем. Вдруг не сработает. Просто побьем его. Ну и на 13 все равно защититься надо. Пока кровотечение понакладываем. Еще раз надо защищаться. Вот ты зараза какая. Че, канал, наверное, на себя лучше наложить или нет? Уязвимость у него сейчас пропадет или нет? А, уязвимость-то не пропадает вообще, пока не ударит. Точно, нормально все. А он получил урон от шипов. Правильно? Так, ядовитую землю на случайных клетках. Цель в течение раунда — конкретные клетки. Цель в течение раунда — конкретные клетки. Так, понятно. Мне, то есть, нельзя в этой линии стоять. И нельзя вот здесь стоять. Так, нам надо тогда сюда сдвинуться этим и этим сюда. Все. Есть для этого смещение, в принципе. Зарядимся, вдруг получится. Не получилось. Все, нормально все вышло. Так, разрывы. А, погоди, разрывы. Надо было сначала снять с него.
иммунитет, а потом разрывы. Мощь у себя ярость зарядил. Надо, кстати, про ярость не забывать заряжать, да? Ой, что-то у него хп вообще не осталось уже. Вот уворачиваясь, реально хил вообще не нужен. Но у него пока не было таких мощных атак. Вот что-то интересное. Токсичное вытеснение. Создает ядовитую землю на клетках существ с ядом. В смысле? Не понял. На каких... А, то есть она работать не будет, потому что нету никаких существ с ядом. И это работать не будет. Накладывать на цель яд, накладывать 3 очка яда на всех соседних существ. Цель в течение раунда конкретное существо. Существо не может уйти от навыка. В смысле конкретное? А чё оно не активное? Я не вижу, кто цель-то. Нифига не понял. Как будто цели нету. Ну ладно. Что-то, может, ошибка какая-то. Надо, может, добить тогда его в этот раунд. Попробовать. Чё-то босс какой-то вообще, я не знаю. Или мне кажется, или босс слабый. Прям конкретно слабый. Уж чтобы я-то его прошел, это жесть. Легендарное кольцо получили, дает разъедающий плевок. Накладывает на 3 очка яда больше. А я вообще яд не накладываю. Плюс 1 к сопротивлению хаоса. Накладывает тобой суммарный эффект яда увеличен на 3. И еще на 3. А, вот, зато тут навык есть, который этот яд накладывает. Ну, я знаю, кто у нас оденет это колечко. Товарищ Лавкач. Страх — это язва, что разъедает даже сильнейших. Трепещите, трусы. Вот, теперь мы выбираем благословение. Какое захотим, такое выберем. Используем наш обуз. Так, благословение. Так. Дает оберег души. Может использоваться для воскрешения случая. О, здрасте. Вот это мне точно нужно. 2 раза увеличивает количество золота на дорогах. А то я опять буду использовать менюшку. Золото, припасы. Вот, беру оберег души. Чтобы вы на меня не ругались. Вот он. Мертвого героя и восстанавливать 10% от его макс УЗ. Ну вот это да, 10% наверное было. 3 хп, а нет, от 20 3 хп. Это не 10 было процентов. 15, да, получается? 15. Так, кто следующий? Куда дальше пойдем? Если есть идеи, предлагайте, я пока прочитаю. Так, первый у нас что? Минус 3 сопротивления к холоду у нашей команды. То есть, если у противника будут те, кто долбит холодом, нам не поздоровится. В зоне есть святилище, это мне ни о чем не говорит.
пунктах может встретиться местность с утечкой энергии, а может и не встретиться, да? Опять же, пунктов с безопасным переходом не существует. Но это вот ни о чем. Так, второй. Враги на один уровень выше тебя. Минус... В смысле, всего на один? Там как-то что-то побольше был разброс. А тут всего на один уровень. Это хорошо же? Или я не понимаю разрабов? Минус 4 от сопротивления молнии у команды. Хаосу. Неразведанная местность. Вот неразведанная местность интересно играть, кстати. Ну, к сопротивляемости это, конечно, жесть. У команды есть штраф в минус 2 к броскам в испытании. Испытания тут редко бывает, так что пофиг. На дорогах могут чаще встречаться проклятия. Вот это плохо. Минус 4 сопротивление к хаосу. Пункты могут содержать местность с морозной землей. Ну, в общем, что-то, по-моему, первое самое нормальное, остальное что-то как-то хрень. Ладно, никто ничего не написал, поэтому возьмем первое. Что-то длинное прям. Королевский босс, королева проклятых. Приспешник вампира. Я, по-моему, ее рожу уже видел, но что-то я не помню, чтобы я с ней бился, значит, я проигрывал всегда. Так, давайте раскидывать, пытаться найти хил. Куда деваться, надо хил искать. Так, у нас сколько? 2 очка. Вот это у нас физик. Физик. Одна карта дополнительная из колоды в первый же ход. А что у него с нательным оборудованием? В мече одна карта есть и все, да? А, погоди, 0 навыков. А, ну да, я же выбрал этот уже. В мече есть одна карта. Дает один ранг. Дает +1 к рангу карт предметов. Накладывается на двуручные мечи и копья. Не пойдет нам такое дело. Вот этот только на щиты. Ударное оружие скипетры. Ударное. А у нас меч, он не ударный. Тут на меч вообще нету, что ли, такого? На меч, походу, у этого. Вот она, на кинжалы и мечи. Ну, нам, в принципе, какая разница, где брать в ловкости или в силе? Мы можем и здесь взять. Кинжалы и мечи. Ну, такое себе. Так, плюс 4 к максимуму и 10%. О, 10% к максимуму. Вот это хорошо. Восстанавливает 1 очко ОЗ при убийстве. Ну, блин, опять же, это тот тип, которому нам не надо восстанавливать ОЗ. У него и так все для этого есть. Опять же, восстановление. Вот это про 10% мне понравилось. 10% прям обожаю проценты. Возьмем. Пусть будет толстый маг. Толстый маг и поворотливый. Ой, хилер наша, девушка, целительница. Вот про карту на хил ты говорил, да? Ее вот здесь вот святости нету.
которые ударишь и тебе дают заклинание для хила. Она серебряная, эта карта. Она в святости находится, но в святости первого ранга. Вот здесь она находится, где тут святость сама. Может, он в святости. Вот небесная сила есть. Какая это карта? Чего? Ну, она в любом случае, она бронзовая. Тут, то есть, вот ее я выбить тоже был бы не против. Хотя вот после нее идет возложение рук, лечение, освящение, оберег духа. Такое ощущение, что это все-таки не святости, а вот этого целительной силы навык. Или нет? А, да, все правильно, святость. Нет. Ничего не понимаю, тут вообще этих серебряных навыков таких нет. Короче, нет у нее на хил серебряных навыков. Только один, но он хилит только рукоочищение с откладывающим эффектом. Да ладно, хотя бы такой взять, что я уж. Такой тоже пойдет, святость. Что делать? Берем. Сейчас еще на него выйти надо как-то. Вот, через заточку можно, кстати, выйти. Быстро будет. У нас как раз 2 очка есть. Так, усиливают исходные показатели карт. Серебряные нельзя усиливать. Подожди, можно, да? А, можно серебряный тоже? А, ну, наверное, 8 уровень у нас уже есть. Вот эту усилим. Когда-нибудь я ее использую, эту карту точно использую. Когда-нибудь получится. Ну, пока берем то, что дают. Ну вот, опять ничего не дали. Опять нас обманут, ничего не дадут. Давай читать. Наносит 3-4 урона, дает 2 очка канала. Вот это вот заклинание канала мне нравится. А, ну оно шок накладывает. В принципе, тоже хорошо. А это накладывает уязвимость. Лучше уж уязвимость, чтобы следом кто-нибудь долбанул. Стоит она точно столько же. А урона, получается, больше накладывает. Да, возьмем ее. В принципе, каналы заряжать нам есть чем. Так бы можно было праведный удар брать. Но если мы праведный удар возьмем, тогда всего одна карта каналов будет у нас в рюкзаке. Так, сейчас у нас 2 карты каналов. Вот они. А, нет, 3 теперь получается. Раз, два, 3. 3 карты канала. Ну, 2 из них бронзовые. Кстати, однотипные. Это здесь огненный урон, и здесь огненный. Это, наверное, не очень хорошо, что они однотипные. Лавкач. Давай с тобой решать. Седьмого уровня, вот ему заточить не получится карту. Через повышение ранга, наверное, лучше не использовать.
Давай просто мощные карты ему дадим, я так думаю. Так, убийство это под зелененькие, да, вроде? А, вот она, скрытность работает. Если активно скрытность увеличивает уязвимость цели на 25%. Ну, что-то мне не очень нравится здесь в целом все, что есть. Если активна скрытность, критический удар действует на 100% эффективнее. У нас руна на скрытность есть зелененькая. А, ну быстрое убийство у нас, кстати, уже есть. Ну ладно, а здесь что у нас? Саботажи. Саботажи всего 3 зеленых карты. Ядовитые, кстати. А помните, там у нас яд дополнительный урон, 6 урона наносит. Что-то такое. А, по-моему, встроенным картам там только. Так, здесь зелененький вот накладывает 18 очков яда. Дает слепоту. По обороне наносится в 2 раза меньше урона. А, то есть противник бьет слабее. В ветке целительной силы 2 карты, дающие обычную или редкую карту. Исцеление при использовании. Ну, ты же туда не можешь через серебряные эта карта зайти. Ну да, опять же, через обычные заходить. Короче, проблема. Сортировать это все. Ну ладно. Как-нибудь разберемся. Что-нибудь да получится. Может, предмет найдем со встроенным лечением. Наивный капец. Вот это скрытность дает. Теневой шаг. О, 9 очков критического удара за каждого врага с кровотечением. Вот. Я хотел его к кровотечению подвязать. Но тут всего одна карта под кровотечение идет. Что-то я больше под кровотечение вообще ничего не видел. А, на красное. А вот зеленый. Помещает ловушки в ряду цели, наклад 29 очков уязвимости и 5 очков кровотечения разовое. Ну блин, тут чтобы она выпала. Это вот чисто на ловушке, да? Ай, там и динамит прикольный.
Что-то они, по-моему, перемудрили с картами, прям жесть. Они все бессвязные какие-то. Бессмысленные и беспощадные. Активатор, очко действия, сохранение, ограничения. Один раз можно использовать удачный момент. Тоже ограничение. Оружие взаймы. Какие-то такие карты неинтересные, прям капец. Давай, наверное, попробуем все-таки динамит выбить. Мне вот этот динамит прям понравился. Прикрепляет динамит к цели, к противнику. Взрывается через 2 раунда, наносит 60 очков урона цели и любым соседним клеткам. Ну, целям. Динамитная бола. Прям замечательно. Тут плюс еще шипастая земля может выпасть. Ну, блин, остальное вот все мне не надо. Вот это еще можно выбить. Ну, давай попробуем. Так, вот сюда, да, в саботажника пойти. Это саботаж. Караул, это саботаж. Так, через саботажника тоже сюда придется ставить. Так, ранг. Доступно 2. Давай, наверное, сюда-сюда пока выйдем. Потому что пока затачивать обычные карты я не хочу вообще. Так, и что у него в руках-то там вообще или на теле? Может, что-нибудь особенное? Ай, блин, в одной руке щит, другой меч, блин. Не, чтобы в 2 руках по щиту или в 2 руках по мечу, да? Щит, кстати, не затачивается, только меч затачивается. И у него все карты на урон ближнего боя. Вот ему вот эту, мне кажется, интересно самозащиту исследовать. Давай остальные посмотрим. Инициатива. Оборона равная. В начале хода дает очки обороны, равные модификатору ловкости. Модификатору ловкости, если на твоей линии нет врагов. Еще и если на твоей линии нет врагов. И лимит еще 10 очков. Ой, какая хрень. В начале хода дает очки критического удара, равные модификатору ловкости, если в твоем ряду есть союзник. Ряду. Подожди. Ну да, на твоей линии нет врагов, если в твоем ряду есть союзник. Мы, в принципе, все в одном ряду стоим. Можно модификатор ловкости повышать. Лимит 10 очков все равно. В конце хода сохраняется 30% критического удара. Накопленного, да? Ловец удачи, вот интересно. Это нет. Это нет. Это интересно. 1 к максимуму карт в руке. Вот это интересно. Подготовка хорошая. Мажа-бросок. Раз в ход можно использовать обычное движение для бесплатного перемещения на одну клетку. Это раз в ход. То есть каждый ход можно на одну клетку переместиться вообще бесплатно. Это же 1 очко действия, считай, дают тебе. Плюс 1 к максимальному проворству, плюс 2 очка к инициативе. Вот, блин, проворство вот это вот. А это зачем выделять? Зачем это разрабы придумали, непонятно. Так, ладно. Мне понравились эти 3 карты. Но больше всего, конечно, 1 к максимуму карты в руке. Давай, наверное, ее возьмем. Стратегически очень полезно. А уж как на деле я это смогу применить или нет, тут другой вопрос.
Так, 12, 12, 12. Все верно. Куда пойдем? Куда пойдем? До какой развилки? До этой. Тут есть костер. Еще раз попробую в нем что-нибудь заточить себе. Костер есть и с этой стороны. Выгоднее все-таки на эту сторону пойти. К этому костру. А это что такое? Разгадай боевую загадку, чтобы открыть сундук с наградой. Это что такое? Это что такое еще интересно? Кострич больше не будет. Здесь пойдем. Еще и фортуну возьмем с собой. У торговца денег все равно у меня нету. Вот так, вот так, вот так пойдем, да. Там сюда. Вот это опасное, конечно, будет место. Ну и ладно. Зато и награда по опыту будет выше. Ой, и пауки эти чертовы, елки-палки. Схватка с ордой. Че, попробуем схватку с ордой, я думаю. На один предмет больше. Тоже на один предмет больше, но тут то же самое. Слушай, а тут еще потом бой зато будет. Ну, блин, тут таких негативных много. Так, на стороне поля команды ловушки. У врагов есть еще один отточенный навык. 6 очков к инициативе у врагов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подкрепление прибывает, но это не важно. Так, зона захвачена воинственной. Ну, это понятно. Инициатива плюс 6 у них будет. Один отточенный навык и на нашей стороне ловушки. Ой-ой-ой, больно будет у них. Но мне фортуна нужна. Почему, не знаю. Здесь пойдем, короче. Ну его нафиг. Думать вредно. Слишком долго думать вредно, голова будет болеть. Так, что делаем? Смотрим сначала, что они делают. Существо в самом ближнем ряду. Понятно, тебя можно вниз сместить, и остальных всех наверх убрать. Или нет. Наоборот, всех вниз убрать. И одного из вас сразу убить. Вот этого. Этого наверх, этого убить. Ну, попробовать надо так хотя бы сделать. Так, этого наверх. Ой, ой, ой. Они успеют походить. Да, еще и вломить успеют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вломить успеют, черт. Как-то неудобно получилось. Подставил я нашу девушку-красавицу. У меня хоть защита есть. Так, если я сейчас парирование врублю. Не нравится мне это дело. Так, а если я сюда уйду, то все равно они меня достанут. Один достанет, а потом я смогу передвинуться, в принципе, да? Да. Парирование. Станем пока сюда. Потом меня сюда сместят, и все, и нормально все будет. Так, стану тогда сюда смещением. И здесь можно хотя бы ударить раз.
Я не могу из-за тебя ударить? Ух ты, какая деловая колбаса. Толку мне тебя бить вообще? Может, очко действия получу? Не получил. Так, вот теперь попробовать его спасти. И самой уйти. Даже так, и самой уйти. Какой смысл? Если я вот этого убью, то мне защищаться не придется, да, здесь? Это, в принципе, очень хорошо. Ну, это если убью. А я его, походу, никак не убиваю, да? Чуть-чуть не получается, ну ладно. Что он убьет? Надеюсь, но нет. Просто защититься, встать. Черт. Не вломишь нормально из-за этой фигни. Короче, один сейв, блин. Накладывает на себя и союзников позади 12 обороны. Это не страшно. Так, это не страшно. 10 урона, это не страшно. Что там? По одной цели фиг с ним. Так, этот сюда тоже 10 урона. Случайно 2 клетки, это плохо. Ладно, 8 плюс 10. Не так уж и много, поди. Защитимся, либо убьем кого-нибудь. Так, что будем... Что-то я тут дофига кого убивать собирался, еще никого не убил. Так, быстрый и быстрое убийство. Цель убита. Если цель убита, зачем мне очки критического удара? Я же не смогу их использовать. Какой-то навык, блин. А, если цель убита... А, я же еще 2 очка действия получаю. Да-да-да, надо добивать этим скиллом.
Блин, ну ты попробуй его, блин, примени. Надо много шотных сделать. Собака живучая какая. Вот я, наверное, подменюсь сейчас. Все, весь урон в эту клетку идет. Куда можно не защищаться, а только накидывать урон. Давай вот в этого скелета, потому что он, блин, ходит в середине. Надо его сливать. Что он мне неожиданности не припас. Смещает, да? Гад живой остался же. Надо было могущество на себя... Ой. А, какое могущество? Я на себя нифига не накладываю, да, эту ярость? Кровопусканием. Нет, нет. Это я последний, наверное, накладываю. Какая там была карта-то? Вилы вилами, что ли, ярость получаю? Тогда надо было сначала вилы использовать, а потом магический клин. Ну ладно, следующий удар будем сильнее. Зараза, живой остался. О, теперь-то я быстрое убийство смогу активировать. Ой, только надо оно мне. Надо. Хорошая тема. Мне нравится. Одна только карта на урон, блин. Писец. Котенку. Освобождают места для босса, гады. Я, конечно, дырку могу заткнуть приманкой.
Так, бить она будет вперед. Это скелетина. И этот вперед будет бить. Это 20 урона в клетку. Цель. Не буду я меняться с целителем местами. Лучше скуда поменяюсь, пусть сам разбирается. Так, что делаем? Опять у него брони нету. Ну тогда ей применять. Так, брони нету. Че, он сможет кого-нибудь убить-то? Да сможет, наверное, вон заклинание есть. Потом передвинет. И добьет, наверное, стрелка. Убьем. Убьем стрелка, поди. Так, хорошо, стрелок минус. Отлично. Босс все-таки на вторую клетку, да, выходит. Подожди, или как? Я же вторую освободил, а он не вышел. Или что, он последним выходит? По очереди они выходят, он последним, поэтому он не вышел. Вот какая тут механика. Скорее всего так. Надо будет еще потом приглядеться, в какой очереди, в какой очередности они выходят. Так, что тут у нас? Быстрое убийство работает. Не работает? Да как так-то? А если я смещусь и поэтому дам? А, сейчас этот закроет. Нет, не закроет. Нет, не закроет. Так, что это будет? 37. Я 34. А у него 34. Отлично. Быстрое убийство сработало. А, так у меня только один урончик. Ну зато какой. Еще можно приманкой этого передвинуть. Вот так. И самому свалить отсюда. Так, молитва. А, мне тут куда тратить-то некуда. Удары все эти. Благословенные удары мои. Речка, канал из 3. Ой, да ладно, я достаю. А этим не достаю. Атака, заклинание, святая. Атака, заклинание, проклятие, святая. Интересно, тут ничего не написано, что... А, вот, вот значок. В любую цель. Отличная тема. Мне нравится. Что еще? Уязвимость накладывает. Отлично. Это же навсегда. Лови. Я бы его еще ударить хотел. А мы сейчас ударим. Отлично. И убежали, да? Эх, я бы его еще раз ударить хотел. Сейчас добьюсь. У меня там хватит очков в стратегии, не хватит, чтобы заполнить магическим ударом. Наверное, хватит, он же 3 очка стоит.
Поди, хватит. Давай пробовать. Сейчас 10 по роже получу. Нет, нормально, все, хватило. Логика меня не подвела. Притирочку. Так, ну что ты, парень? Все? Поиграл? А, так я бы все равно бы ее бы вернул. Куда бы вернул? Нормально. Все было предусмотрено. Я так и думал. Куда меня подстраховывал? Так. Сейчас уже такой финт не получится. Ага. Тебя бы сначала разбить щит. Вот этим штукам. Ах ты ж, зараза, живой остался. Босс пришел, и босс бьет вперед, только вперед. Он снимает с себя и кровотечение. Босс-то самый неудобный для меня. Я его переместить не могу? О, смогу. Отлично. Так что можно не париться, стоять на этом месте. И босса колотить потихонечку. А, не достаю. Не дотягиваюсь. Да ладно, я его и сам могу перетащить, да? Вот так сделаем, чтобы мы его могли даже с дальней клетки бить. Ах, я на него уязвимость не повесил. Еще один щиток остался. Если бы не было бы щита, то повесил бы уязвимость еще. Маленько, но все равно приятно. Вот, я бы вилами бы его не достал, если бы он стоял здесь или здесь. Сейчас достаю. Ну, со скелетами разобрались, хотя бы с первым противником, в принципе. Опасно было. Но сейчас благодаря этим скелетам мы опыта очень много получим. И, возможно, не хочу накаркать, получим карту на хил, наконец-то, хилеру своему. Надо зарядить очки стратегии, пока возможность такая есть. Надо было кровопускание себе поделать. А снимает он только по 5 кровотечения. То есть сколько хп восстанавливается, только и кровотечение снимает. Вон оно как. Вот оно как, Михалыч. Вот оно чё. Иди сюда, надо тебя все равно избивать потихоньку. Пофиг на очки стратегии.
Ой, какой босс слабый, капец. Так, ну все, сейчас Альфонсо восстановится и можно будет убивать. Все, можно убивать. Заряд маны плюс 1 к интеллекту. А это хорошо. В конце хода оставь в руке на 1 карту больше. Слушай, это замечательно. Можно 1 карту на канал. А, у меня каналы заряжаются ударами. Да, лучше всего. О, хилку нашли. Я же еще нифига никому... легендарки-то не развесил. Так. Язвенная болезнь, разъедающий плевок. Капец. Как так-то? Как я мог это забыть? Нафиг эту приманку. Так, погоди, нафиг приманку. А что я сейчас получил? Наносит урон, накладывает очки. Приманка-то мне как раз нравится. Надо что-нибудь другое убрать. Парирование у меня есть и 3 уворота. Зачем мне 3 уворота? У меня защиты теперь 3. Хватит 3 защит. Так. Что там со шмотом еще? На интеллект. На интеллект. Обруч, отлично. Заряд маны получили. Заряд маны получили, значит нужно карты подточить. Мне заряжают мана благословенный удар. О, опять же брони. Смотри, у меня берег духа есть и 3 отклоняшки. Вот одну отклоняшку можно убрать. Вот, проблема решена. Так. А что там с зеленой руной еще раз? Привязанные навыки дают 1 очко скрытности. Понятно. Нафиг не надо. Хилеру отдадим. Вечно она страдает за всю компанию честную. Так, все отлично, теперь надо качать. Так, 9, 8. Вот, здесь можно ранг уже повысить карты. Серебряный. А, вообще, кстати, мы саботаж же сейчас возьмем. Шипастая земля. Да ладно. Кровотечение. Отлично. То, что я хотел. Так, ну-ка, остальное что тут у нас? Нету у нас ловушек пока. Пассивка при каждом размещении ловушки опять нету. Активатор, если активирована твоя ловушка, тоже нету пока. Ну вот первая ловушка. Изучаем. Шипастая земля. Замечательно. От интеллекта. Снова идем сюда. Так, ловушка. Помещает ловушки в ряду цели.
Даже две ловушки, что ли, в ряду цели поместить? Ну или сколько там в ряду линий? Интересно. Посмотрим, как она работает. Нифига не понимаю. Так сложно понять, оценить. Так, и можно что-то убрать. Вот это, наверное, скрытый клинок уберу. Потому что у меня карта атаки все меньше и меньше. Ловушка, ловушка. Так, все. Отлично. Дама. Теперь хил, 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 хил. Давайте искать. Одну очко навыка. Нету здесь карты на хил. Сюда надо идти, тут можно будет открыть потом карту на хил. Что у нас отточить? Навык отточить, отточить. Может быть, духовную точность отточим уже для полной идиотии. Для пущей идиотии. Небесный разряд. Во, нашел, что отточить. Значение статуса увеличено на 30%. Бонус к статусу увеличен на 50%. Чё? Так, я не понял. Значение статуса и бонус к статусу — это разве не одно и то же? Фокус статуса. Короче, 41. Вместо 32. Уязвимость добавляется. Так, а фокус урона. Значение урона и бонус к урону увеличены на 25%. Значение статуса и бонус к статусу снижены на 25%. Ой, на 50%. Ну тут хоть ничего не снижено. Да нормально, нормально. Верхняя лучше. Самая топовая. Так, так. Ну и куда? Что мы тут найдем? Можно сюда пойти и попробовать на хил соратников ту карту выбить, которой здесь нет. Давай попробуем. Так, а где она? В магии крови же, по-моему. Да. Зубчатая связь. Хочу и тебя. Хочу зубчатую связь. Нет, не получилось, не фартануло. Так, он у нас вообще как бы красный. Не нужна мне ни одна из этих карт. Он зеленый. Карта на дальний бой, интересно. Укуда на дальний бой. Идиотское название, смотри. Пассивное умение. В начале раунда наносит тебе 15 физического очков урона случайному врагу с кровотечением. Может, тебе и случайному врагу с кровотечением? Или тебе вообще не надо? А, может, имелся в виду, наносит тобой 15 очков урона. Нифига не понимаю. Это у нас уже есть такая карта. Ой, одно очко сброса лучше возьму. Очки сброса. Изменить. Позволяют заменить карту. Давайте заменим сразу.
Как раз вот эту энергию крови, может быть, и получим то, что нужно. В этой же магии крови. Ну, это как очко фортуны. В принципе. То же самое. Все красные, все красные. Это хорошо. Но той, что нам нужна, нету, конечно. Могущество превращает кровотечение в ожог, накладывает 14. И еще дополнительно накладывает 14 очков ожога на противники. Ну, такое себе, не знаю. Магический клин мне больше понравился. Еще больше кровотечения. Нужно еще больше кровотечения. Возьмем его. Так, ну-ка, что там у нас есть? Куда его запихать-то? Магические клинья. Вместо чего? Смотри, обороны сколько у нас сейчас. Раз, два, три. По обороне все нормально. Магические клинья хуже, чем виллы. Ну, как хуже? Виллы это атака в ближнем бою, а тут атака и заклинание. Тут заклинание. Виллы смещают, их в любом случае оставляем. Так, тогда что-нибудь другого берем. Может быть, магический град как раз уберем. Да. Отлично. Магический клин вместо магического града. Даже звучит нормально. Почему моба со 180 хп ты называешь боссом? Да блин, ну... Он как-то выделяется среди тех. Понятно, что это не босс, это мини-босс. У них значок боссов. Ну как? Значок необычный. Как он называется тогда? Как ты бы его назвал? Проходняк? Тоже можно. У нас припасы заканчиваются. Что будем делать? Путь тебе преграждает река. Мост через нее заняли бандиты. Понятно. 20 монет за проезд. Уже было такое. От силы можно проверку пройти. Или убить и модификатор магический предмет. Нафига мне проверка? Когда можно тут и опыт получить, еще и магический предмет. О, меня даже поддержала Катрина с Кудой. С Кудой. А чё он у нас второе место занимает? Он в построении последний. Не понял. Почему он внизу у нас? В середине? А, так тут две клетки всего. Узкая. Мост, узкий мост. Смотри, тут могилы стоят. Что-то мост странный. Мост через кладбище, что ли, провели? Атмосферненько, тут смерть с косой стоит. Памятник. Памятник на кладбище поставили. Идеально. Кто придумал? Так. Удачная возможность. Надо будет сюда уйти еще. В смысле сюда? Нам надо будет как-то куда-нибудь уйти, чтобы удачная возможность сработала. Они меня зацепят в любом случае. Что делать? Шеф, все пропало. Ну, надо в любом случае, наверное... Тут раскол еще. Зараза, вы крутые ребята-то. Кто у меня сможет вообще ткануть это все? Так, оборона тут есть. Ну, обороны тут мало.
12 обороны — это очень мало. Так, если я вот сюда встану, то мне надо будет пережить 24 урона. А сверху надо будет пережить 22 урона. Короче, мне по диагонали надо встать. Или нет? Вот этот куда будет бить? А, нет, он, наверное, вот сюда ударит. Да, он сюда тоже будет бить. Ай-яй-яй-яй, незадача, незадача. Так. А если мне их в конец отодвинуть? Тоже не поможет. Ну, тут брони много. Тут можно брони накидать 30, так, 41. 41 очко брони. Если мы одного из них еще убьем... Так, а первым ходит... О, кстати, они неравномерно ходят, это хорошо, можно распылить урон. Первым ходит вот этот парень в красных трусах. На 11 урона, это хорошо. Сейчас мы тогда защитимся. Здесь. Получим, уходить не будем, потом нас заменят. Так, оборона плюс шипы. Это замечательно. Еще и в тыкву дадим, в дыню. А, у меня вон 2 уворота еще есть. Мы на 33 можем защититься вообще как бы. Но не будем. Разъедающий удар, что бы не кастануть. Сначала быстрый удар, что там будет? Так. Могу я тебя убить? Не смогу, надо попытаться. От яда у него дополнительный урон. У этих защита от яда. Удачно. Так, сейчас мы получим по щам немножко. Броню. Отлично. Так, теперь мне надо оберег дух кастануть на себя. И на союзников. Теперь он сможет броней зарядиться замечательно просто. Так. Потом он встанет и себя подставит. Это будет хорошо. Ну а мы пока продолжим избивать дяденьку. Делаем ему немножечко больно. Или немножечко больно. Так, меняемся с ним местами. Все, теперь мы все это должны впитать. В сумме 35 очков урона. Ну, либо если я этого убью, тогда 23 очка урона. А я его, наверное, не убью, да? Так, 42 урона нанесу. Потом еще 14 ядом. Яд как наносит? В начале хода. Так, 42 отнять 57. 57 минус 42 остается... Что там? 15. Ах ты ж, 15 хп у него останется. А яд на 14. Ну, короче, нет. Придется пока защищаться. О, да нормально. Сколько там? 35 я насчитал.
35, все, можем долбануть. А яд, наверное, тоже с кровотечением сработает. То есть на 19, наверное, ударит. Сейчас посмотрим, как это сработает. Точно, на 18. Почему на 18? Я, наверное, посчитал неправильно. Так, вот она, шипастая зима. В ряду цели. Тут ряд всего. Еще одна ловушка встанет. Самая узкая, самая неудобная штука. А зато потом приманку можно завязать будет. Ну, на его же Ириду тоже получится или нет? Тянет в передний ряд. Накладывает на уязвимость. Я, слушай, что-то в себя поверил, сейчас сольюсь. Походит следующий вот этот. Ну, это просто тянет, пофигу, пусть тянет. Потом они, я думаю, сами разберутся. Это еще тянуть будет. Давай попробуем что-нибудь сделать интересное. Ловушка под ним тоже, отлично. Значит, приманка сработает сразу и на одного, и на другого. Да, отличная тема. Значит, они оба просто тянуть меня будут в эту сторону. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Он меня с активатора сбил. Подлец. Заряд маны пришел идеально. Может, ему вломить? И убить? А чё я парюсь, конечно. Сейчас мы ему вломим. Так, мы ему сейчас вломим, я думаю. Укоренение пофигу. 3 очка канала получили. Так, долбанули за 0. Долбанули. И добили. Отлично. Прям мне нравится ее колода. Правда, она хиллер. Ну, колода прям замечательная пока что. Боссы и элитки. Все-таки элитка, да? Элитка. Можно, да, назвать элиткой. Элитное существо. Оно, наверное, так и называется. Просто с меня такой себе внимательный зритель. Да, кровотечение... Ой, кровотечение виллы круче магического клина. Так, получилось активировать. Бандаж. Отлично. Так, потихоньку тогда валим. А ну как потихоньку? Давай, наверное, быстро валить. Все. Победа наша. Отстающий все никак не догонит. Плюс 1 к интеллекту. Замечательно. У нас, по-моему, уже такая есть. Черт. Нафиг нам такой не нужен. Амулет.
Так, значит, здесь тоже у нас битва была хорошая. Ладно. А магический предмет куда улетел? Да? Нет. Сюда, что ли? Сюда улетел. В зоне можно найти магический предмет. Ну, наверное, здесь тогда и пойдем. Так, что там у нас с припасами? 10 из 20. Я с левой стороны же хотел, да, через костер идти. Ну, в смысле, через отдых. Так, алтарь. Так, сначала, наверное, заточиться надо. Хил, хочу карту хила найти. Карту хила. Вечный ищем. Вечно ищущий карту хила. Так, погоди. А что это у нас тут? Святость. Может быть, найдем все-таки круг очищения? Серебряную карту даже плохую выгоднее получить, чем... Тут тяжело ее приплюсовать. Погоди, а если... во, нормально. Тикс. О, круг очищения. Ну вот, хиллер стал хиллером. Замечательно. Другие даже смотреть не буду. Мне она нужна. Там, может, и лучше, что какие карты были. Ну его нафиг. Так, есть. Хил очищает от проклятия, накладывает 12 очков восстановления. Можно заменить... Вот этой, наверное, картой на уязвимость или картой на канал. Так, каналов у меня сколько? Заряд маны, фокус еще. У меня 4 карты на канал, дающих каналы. Наверное, многовато, да? Ой, 5 карт сейчас. Раз, два, три, четыре, 5. Или молитву убрать вообще. Да ну нафиг, нормальная тема молитва. Она одноразовая. Подожди, ограничение что значит? Каждую копию карты можно разыграть только один раз в ход или в бой. Разовая, вот написано разовая. После розыгрыша отправляется в колоду сыгранных карт. Не-не-не, ее, значит, можно постоянно кастовать, да? Нормально все. Нафига тогда писать ограничения? Каждую копию. То есть, если у меня их 2, но у меня их 1, так что можно не париться. У меня их всего лишь 1. Это вот то же самое блок-щитом, да? Если бы у меня было их 2, то я бы 2 раза бы не смог обе карты кастануть. Интересная, кстати, задумка. Так, ну ладно, скину я тогда истощающий заряд. Все-таки не для этого у меня. Маг, хрен с ним, пусть каналы эти будут. Урона, конечно, меньше. Зато через канал, да. Ну нет уж. Меньше урона, это не мой выбор. Все, так. Пойдет, есть, я рад. Все, у нас хил есть. Можно расслабить булки. Так, здесь мы что тогда будем брать? Здесь мне уже на хил не актуально карту получать. Берем магию крови. Эх ты ж, фигню дали. Ну, карту обороны можно поменять. Кровотечением. О, давай точно сделаем. А у меня, по-моему, одна осталась. Где она? Преграда. Вот она. Вот. Карты обороны у меня заменены
Теперь у меня он прям оборонительный, самый из самых оборонительных. Так, тут куда пойдем? Сюда надо как-то пройти. Ну, давай попробуем повысить ранг. Повысить ранг с шипастой земли или буйству. Буйству, наверное. Что там дают? 53, 35. 53 урона нам добивать будет проще этой картой. Отлично. Повышаем, конечно же, ранг. Надо еще будет потом одну повысить, такую же. Вон, взять вот эту точку любую. Ну, нет, ну да. Вот эту лучше взять. Чтобы потом по сетке проще было выбирать. Так. Все, здесь разобрались. Перейдем налево. Магическая броня, магическое оружие. Угу. И все на нашем пути, это хорошо. Негативные такие себе. Проходняк. Элитное существо. Это не босс, это элитное существо. Ну да, элитка. Ты еще не слился, и Покрит пришел посмотреть, проверить меня? Нет, я еще не слился. И представляешь себе, даже это обуз не использовал по воскрешению. Даже этот флакон не использовал, который нам дали. Оберег души. Ну, наверное, сейчас сольемся. Тут пауки какие-то. Хотя я там на хил карту выбил. Уже все готово. Можно, блин, бесконечно теперь в этот режим королевский проходить. Сейчас босса завалим, и все, я тогда буду уверен, что у меня пати бессмертная получилась. Так, что он тут делает? Наносит всем целям. 2 очка безмолвия наносит каждому. Цель: все существа команды противника. То есть мы никогда не уйдем, никуда не уйдем. Надо, главное, броню на себя накинуть в 8 штучек, чтобы он нас не пробил. Знаете, просто сами себя защищают. Так, под нами земля, которая 1 очко действия в начале хода забирает. Сместиться стоит с этой клетки. С этого кружочка. Правильно-то говорить, наверное, да? Чё это я все неправильно-то говорю? Шипастая земля. Пришла. Быстрое убийство. Смотри, сколько карт в руке, кошмар. Выбираю, что хочу. Жесть. А мне на себя нифига. Мне надо это броню же еще на себя кинуть. Вот, парирование на себя надо кинуть. Наверное, шипастую землю закинем. Его можно оттолкнуть назад. Так, а броню я на себя кроветворением сделаю. Так, разрыв не помешает. А это что? Прирост силы после гибели союзника. Ну тогда мы тебя первым убьем. Я не против. Так, только надо, наверное, как-то... Сначала, наверное, его в лужу, а потом его бить начинать.
100 хп у парня осталось. Это я еще на себя щиты вешаю. Она не может на себя щит повесить. Придется убивать, но я не хотел, он сам напросился. Видит Всевышний, я хотел оставить его в живых. Нефиг злить моего хиллера. Загонять его в угол. Он становится дикой кошкой. Я этого не спас. Так, сейчас спасем. От потери очков действия. Во, все, спас нормально. Еще и круг очищения. Замечательно. Можно будет постоянно перекладывать в следующий раунд. Если не использовал. Всего 3 паука, не говори. Каких-то 3 паука. И даже один из них не паук был. Один только притворялся. Слабаки. Так, это что делают? Липкая паутина. Это ладно. Может просто это, на пофиг будем убивать сейчас. Что там 10 урона? Замедление. Да пофиг, давай просто будем пытаться убивать, гада. Так, будем пытаться убивать. Приманка, быстрый урон. И уворот мне дали, да? Так. Магия, магия, магия. Вот, сейчас мы его закидаем. Кровь-то ему пустим, кровь. Полностью спустили всю кровь. Да, ну тут, наверное, просто долбанем и все. Надо восстанавливать очки стратегии. Круг очищения в следующий раунд. Отлично. Блин, идеально. Так здорово. Получилось прокачать ее. Я так рад. Всего лишь одно заклинание хила, и я рад, блин, до ушей. Так. Улыбка до ушей. Хлюп, хлюп, хлюп. Значит, пауки кончились. Ах, ты чуть-чуть не догнал пацанов и девчонок. Тапки дали. 2 проверки на ловкость. Спасибо, конечно. Очень интересно. Снова качать. Да, в этом режиме быстро качается. Аж надоедает постоянно качаться. Наверное, возьмем вот это, может быть, там что интересное. Серебряное. Пока не интересное. Квадратики. Вот этот взять может. Да, давай возьмем его. Пойдем по крови уж. А чё, мне точно по крови-то надо? Чё я тут собираюсь найти интересного? Что-то тут не особо что-то интересное есть. Ну, вот 2 карты, которых у меня нету, которые более-менее интересные. На крит своему союзнику дать. И 1 очко ярости себе. Или нет? Ну, запятой нету, наверное, все-таки себе дают 1 очко ярости. Ну, в общем, интересно посмотреть, как багровая пульсация будет работать. Гемостаз, пассивка.
Хил вообще беспроблемный. Ну как бы нафиг он мне нужен хил, у меня так этого хила дофига. Давай, брать, смотреть, изучать. О, багровая пульсация как раз, то, что я хотел посмотреть, как работает. Баф на союзника и на себя. Что-то надо убрать. А, вон как я получал очки ярости. Оказывается, у меня карта есть, которая мне очки ярости дает. Понятно. Так, наверное, магическую стрелку, магический клин уберем один. Так, у хиллера что будем брать? Разумеется, карту на хил. Вот как до нее дойти? Сейчас, наверное, просто... Ну, можно вот отсюда попробовать. Серенькую карту на хил открыть. Ну, я не думаю, что... Мне и так нравится, как она сейчас есть. Я думаю, так оставим. Пойдет. Лучше интеллект качнуть. Саботаж продолжаем изучать. Или что-то я ему... А, я ему хотел ранг повысить. Под карту, да? Вот вторую, которая добивает. Вот это быстрое убийство. Да. Это важное дело. Ой, ну этих паучков вообще можно даже не смотреть. Убивать и все. Тут всего 5 пауков. Он смещает в любую клетку. Создает ядовитую землю в конкретных клетках. Кусает самого дальнего. Понятно. Кусаешь, значит, самого дальнего, гад. Ну-ка, иди сюда. Ну, иди сюда. Ой, у него на яд иммунитет, а я его ядом бью. А на физику дополнительный урон. Но я его сначала физикой ударил, так что нормально. Они там что-то первые ходят. А, ну только вот эти, которые защищались. Понятно. Так, отсюда надо выйти. И так добью. Виллы потом на кого-нибудь другого сейчас скинем. Вот этого надо убивать, гада. Он ходит слишком рано. А, надо было его вообще вперед передвинуть. Куда я его передвинул-то? Круг очищения. Сейчас, наверное, надо вот так сделать.
круг очищения кастануть, потому что эти два паука могут на нас какую-нибудь дрянь кинуть. На Альфонса-то они не кинут, он-то там первым ходит. У него все хорошо с реакцией. Ага, они вот как бьют, да? Вперед. То есть надо ее сюда передвинуть, либо принять дамаг. Давай передвигать. У нас эти есть очки канала. Ой, стратегии. Так, ее мы передвинули. Ой, самим бы теперь смыться. Все. От этого смылись паука. Тут еще другой паук, блин. Ну, от этого хрен с ним. 14 брони можно... Этот по квадрату бьет. Ах ты гад. Лучше, наверное, 2 раза ему звездануть. Вот, приманка появилась. Так, приманка появилась. Может его в тот конец убрать? Там он все равно, наверное, ударит, да? Существо в самом ближнем ряду. Убить я его не убью. Хотя бы 10 очков брони на себя-то надо накинуть тогда. А этими лучше вообще назад отойти, чтобы ничего не получить. Хотя вот он себя защитить, например, может. А вот она не может. Ей лучше отходить. Накладывает на союзника кровотечение. Пораженный союзник получает 35 очков критического удара и дает ярость. Ну вот на себя только все это могу накидать. А, эти, кстати, походили. Можно сюда еще, в эту линию вообще. Сюда... А, как? Вот так только бить будет. Вот в эти 2 клетки убрать персонажей. Она-то сама себя уберет. Так, нормально, сейчас я его сюда тогда уберу. Если получится. Ну да, пока нормально. По нему он уже не бьет. Так, ну и себя тут можно хорошо просто защитить.
В смысле накладывать на союзника, а на союзника не могу наложить? Накладывают на союзника кровотечение. Только на себя могу наложить. Или чё? Непонятно. Так, она просто смоется. Ой, блин, не потому бью, надо было вот этого сначала вынести. Блин, не вынес же. Угу. Яд закончился, можно везде стоять, где хочешь. Отсюда просто уйти. Просто уйти надо. Бьет последнего. Вот этого надо вынести. Так, хорошо, этого вынес. Одна проблема с этими пауками осталась, но я думаю, мы ее решим, если они начнут ходить, захотят куда-то там сходить. Никакого фокуса не делаю. Так, заряды сразу кастануть можно. Отлично. Так и было задумано. Паутина. У него одна и та же последовательность, что ли, атак? Так, этого надо добивать прямо сейчас. И можно назад уйти. Блин, нету ни одной карты на защиту. А у тебя что есть? У тебя есть. Давай меняться. Ничего не пойму, вообще ни на кого наложить ее не могу, эту карту. Багровую пульсацию. В чем прикол?
Непонятно. Так, она сама его передвинет куда надо. Пойдет. Ну, круг очищения сейчас не нужен. Небесный пендель лучше возьмем. Заточенный. Все нормально. Самое опасное с противниками сражаться в первые 2 раунда, а потом уже понятно, кто победил. Либо они, либо ты. Отлично. Во, наконец-то он их догнал. Что-то идем. Сколько тут уже, когда дойдем-то? Каждый бой, каждый ход качаемся. Не то чтобы это было плохо. Но как-то уже накаляет. Так, я там карту взял, да? Что я хотел еще? В саботаже тут ядовитая ловушка. Динамитная бола. И вот эти черные карты, которые, в принципе, нормальные. Можно заточить карту. Давайте, наверное, заточим. Так, заточим серебряную карту, опять же, буйство. Мне вот эти 2 карты, они мне очень нравятся. Так, значение статуса увеличено на 30%, бонус к статусу увеличен на 30%. Ну, опять то же самое название. 43. Можно еще сильнее добивание повысить. Но он ваншотить будет все, что движется и не движется. А так урона будет больше. Суммарного 96. Так, 86. 96, 86. Ну что-то не сильно-то уж меньше получится. Ладно, жадничать не буду, пусть будет фокус статуса. Следующий удар даже с самой слабой картой будет хорошо бить. А насчет повышения урона, это мы чисто ловкостью повысим. Все нормально. Что там теперь карта у нас выдает? Где она? Ну тут, конечно... вот она. 56 и 39. 80. 95. 95 урона суммарного. Ну нормально. 56, чтобы убить. Нормально. Так. Что тут укуда взять?
Следующую магию крови. Я тут уже взял все, что хотел. Так, если я взял все, что хотел, давай лучше позатачиваем. Или вон всякие инкрустации понаделаем. Заточка вот есть, кстати. А, значит, после магии крови идет. Повышение ранга сделать. Повышение ранга только чего? Вот этой карты отточенной. Точно. Кровавый удар. Сейчас мы и ранг повысим. Вот где лучше? Ну, два места, в принципе. Вот это вот место уникальное. Давай тут повысим. Так. Вот оно. Кровавый ударчик. Что-то по сравнению с ловкачом урон вообще ни о чем. Так, а у мага что сделаем? У целителя. Можно пройтись до святости еще одной. Тут остальные пути вообще ни о чем. Так, ну вообще вот сюда еще надо выйти. Чтобы эту открыть, самое ближайшее. Эту откроем, тут и повышение ранга откроем. Да, может быть на хил возьмем карту, хотя... Вот тут у нас хил. А вот оно и лечение. Карточка моментального исцеления. Ага, а вот это вот интереснее. Небесный удар. Являет временную, обычную или редкую карту исцеления. За каждое очко канала. Можно сохранить одну. Расходует одно очко канала ограничения. Вот это вот интересная карта. Давай-ка, наверное, ее возьмем. Хиллер, который еще и дубасит. Отлично. Все в одной карте. Не думай, сливайся нафиг. Желаю тебе всего вкусного, и я бухаю. Все понятно. Пришел Аполлон. Радостный и бухой. Вкусно тебе набухаться. Главное, безопасно. Детским шампанским, например. В общем, я тебе пожелал так же, как и ты мне. Так. Небесный удар. Вот так. Можно тогда вот эту вот... А, погоди, она... На уроне. 26, тут у нас 28 неактивных. Вот эту, наверное, на истощающий заряд поменяем. Угу, пойдет. Вон, сливаться, да. Сейчас мы сюда пойдем. У нас фортуна, кстати, пополнится. Снова пауки. Магическое оружие, магическая броня. Морозная земля. Очки здоровья повышенные, да, это фигня. Вот если бы я тогда не вышел через меню, то мы бы уже давно новый трай играли. Ну так видишь, нормально вроде.
одну невнимательность свою оправдал. Багом или фичей игры. Так, что они делают? Самого дальнего на 13. Самого дальнего. Но если мы вверх уйдем, то они нас не цепанут. Вот эти все трое. Цепанет вот здесь вот один. Самый дальний. И этот самый дальний. Вот, этот цепанет. Ага, ядовитая земля как раз здесь же. О, вот он нам ледяную землю убьет. Отлично. Короче, надо смещаться в эти две клетки и дубасить вот этого и этого. Либо защищаться. Так, а он ходит у нас... чуть ли не первым. Первым из них. Ну, короче, сейчас мы защитимся. В принципе, Альфонсо он танканет. Так, да, сюда, сюда. И защита. Парирование. Бац. Все. Это... А почему она-то? Потому что она перед ним стоит. Так, тогда надо просто сюда встать. Вот так. Тогда будет он-то. Теперь надо его вытаскивать оттуда. Капец. Нифига не получается. Ну ладно, пусть страдает. Что ему простительно, ему можно. Так, благословенный удар. Круг очищения, наверное, придется кидать. Иначе Альфонсо не выжить. Может попробовать завалить этого мерзопакостного паука. У меня всего 2 карты будут на завал. Ну давай попробуем. Нет, не получится. Ладно, я все равно ничего не теряю. 3 хп. Чтоб ты сдох, гадина проклятая. Урона нанес. Так он яд не накладывает. Тогда нормально. Тогда отхил будет четкий. Детское шампанское нельзя, это первый шаг к резиновой женщине. Ты имеешь что-то против резиновых женщин? Так, похрену на мотоцикл, сам себе куплю, и обухать от нервов бесценно. А как же резиновая женщина от нервов? Так, пропустил. А где старые персы? Это королевский режим. Это мы взяли сегодня 3 персов и идем по данжу, так скажем. Вперед, вперед, назад нельзя. Нету ни городов, ничего. В общем, есть только путь, по которому идешь. Очень философски. Так. Нам надо бы как-то куда-то перебраться, и босс мне очень сильно мешает. Зараза. Я думал, нам босс помогает. Он ядовитую землю на морозных клетках создал. Морозные клетки в другое место перешли. Каждый ход меняется. Так, я могу босса передвинуть 1 раз.
ходит вот этот гад. Да? Да, вот этот ходит, по прямой бьет. Могу его передвинуть, но его подставлю на этого. Передвину и под себя. Нафига мне это дело? Так, передвинуть и вверх уйти. Смогу я его вообще передвинуть? Смогу. Кстати, могу одного добить. Получить 2 очка действия. Успею я там передвинуться и щит кинуть. А, нет. А, ну да. Передвинуться и щит-то кинуть я успею. Так что, в принципе, можно попробовать. Так, это в дальнем ряду все верно. Добить тогда надо. Эх, жалко критический удар не юзать, не заюзать, не использовать никак. Так, этот вперед бьет, этот по последнему, этот по последнему. По двум целям. Сейчас Катрин разберется, что с ними сделать, с негодяями бесцеремонными. Всего 11 урона. Укоренение, беззащитность накладывает. Мерзавец. Мне бы оберег духа получить. Я сейчас смогу накастовать на оберег духа. Так, ну надо попробовать. Тут шипы, правда. Ну давай вот так. Блин, наверное, не получится, нифига. Шипы у него 8. Ну его нафиг, не буду долбить тогда. Так, надо туда-сюда сходить хотя бы. О, я зарядил, я смог зарядить. Можно было и долбануть тогда. Ну ладно. Че, оставим? Как же ты поздно ходишь, братан. Я вот эту карту, походу, уберу из колоды. Это, видимо, если на союзники наложено кровотечение, то союзник получает 35 очков критического удара и плюс 1 к ярости. Только тогда она, видимо, сработает. Сейчас пока нифига она не работает. Привязали нас, ироды.
Горение попочки стримера. Поддерживаю, стример должен превозмогать. Ох, ох, собрались. Вот в Тею сколько играл лет. Все как один. Чтоб ты слился, заходят на стриму и начинают меня подбадривать. Точнее, моих противников. Что за это? Что за народ? Так, 42, да? Нифига не работает эта карта. О, кураж 7 хп. Выбросьте ненужную. Вот ненужная карта. Хорош меня бить. Что-то у вас дофига. Кто вас убивать-то будет? Почему я вас не убиваю до сих пор? Только уворачиваюсь. Эти опять по нижнему ряду долбят, а эти по верхнему одной строкой. Так, как бы мне тогда... Наверх-то убежать проще, тут один всего убегать будет. Ядовитую землю создаст, да и пофигу на нее. Надо, походу, шипастую землю им уже создавать. Или как? Как же быть-то? Очки кровотечения — это хорошо. Блин, надо было целью, наверное, его выбрать. Нет? А, нет, все правильно, она сразу срабатывает. При срабатывании ловушек кровотечение накладывается так же, как и уязвимость. Да ладно. Так, бьют они вперед, да? Иди, страдай. Че я буду страдать? Ой. Так. Уязвимость. Кто-нибудь тебя добьет? Круг очищения. Подожди, я не понял, а я что мог отклонять? А, у меня беззащитность. Я что, Иисус, что ли, страдать за вас всех? Дружная аудитория, которая желает тебе всего говняцкого. Чё не так-то? Ходят эти метрологи. Эталон метра день делают. Ай, не говори, такие они, эти метрологи. Сейчас, походу, нас убьют, кстати, на это. Нажелали вы всего хорошего. Девчонка сдохнет, когда ходить начнет. Ее некому хилить, и подменить я ее не могу. Сейчас она 13 урона получает. Еще 13 от яда. Это 26, а у нее 20 всего хп. Так. Даже если я ее хил попробую сделать, тоже не получится. Делами оно ничего не смещается, блин.
Этот гад мешает. Убить его тоже не получится. Заказал Ксенг G3. Это что такое? Кспенг какой-то. Да, грусть, печаль, беда. А карта на хил у меня у кого? Подожди, не карта на хил, а... Эту как использовать? Во время боя можно? Сейчас узнаем. Только если я пауков убивать не начну, то ничего я не узнаю. Этот, блин, ходит-то. Раньше куда ходит, гад? Опять эту фигню делает. Нехорошую. Мерзопакостную. Мне бы этих бы, чтобы они выжили, оставшиеся. Так, а я могу заставить его ударить меня, а не Куда. А зачем мне его заставлять меня бить? Не надо, пусть Куда бьет. Распыление урона это лучше. Так, а этот в девку ударит. Ну, в девку, конечно, он не ударит. Она уже умрет к тому времени. Значит, убьет меня. По мне ударит. Да, неприятно. Так, одна отлетела. Защиту использовать нельзя, блин, из-за этой беззащитности. Беззащитность снять нельзя. Чё за хрень?
Так, и сейчас попробовать активировать. А, она у меня в рюкзаке, баба воскресла. Понятно, она не на поле не появляется. Это они вдвоем должны затащить еще и не сдохнуть. Черт, с быстрым убийством не получается нифига. Слишком он рано ходит. Так, эти по прямой бьют. Это яд накладывает. Эти тоже по прямой бьют. Ему вот сюда надо уйти. И все. Ну, либо защититься один раз. 12 брони. Тут на 11. Ну, на 11. Не хватило мне. Еще надо защищаться тогда. Еще повезло, что они вот этой фигней по прямой удары использовали. Шулер может затащить. Электромобиль ты заказал? Нифига себе. Теперь надо учить китайский. Я уже учу китайский. Отдай мне. Нафиг он тебе нужен? Ты все равно китайский не знаешь. А учить тяжело, голова болеть будет. Пить некогда будет, там пьяным не научишься. А я не пью как раз. Смотри, все карты сложились. Тоже надо китайский. Сколько отдал? Я потом посмотрю. Раз заказал, значит сновья. В смысле? Они что, китайцы начали продавать на открытый рынок электромобили, что ли? Сейчас я, блин, запишу, посмотрю. Я тоже себе хочу. Меня уже Mazda это задолбала. Она бензина жрет как не в себя. Так, наносит. Наносит на носик. Когда уже эта беззащитность свалится, чертова? 120. Наконец-то босса нет. Да, напряженный бой. Тут убить могут в любое время. В любую секунду. Так, увернулся только от одного. Ходит он последним. Отлично. Надо каким-то макаром этого дяденьку вот сюда переместить. Сюда, сюда, сюда. Капец. А что делать? Только так. Только так можно что-то сделать. Этот куда бьет? В самом дальнем ряду. Я его могу наверх сместить, накинуть сюда броню, а этого сюда. Так, сейчас. Сейчас надо родить нормальную мысль. Я вот этого могу сместить сюда. Тогда этого просто наверх. Блин, надо тогда сюда его смещать наверх. Всякие ловушки чертовы. Так, раз, два, три.
4. Что-то дофига, блин. Ну, 5. 5 я сделаю, и броню на себя не смогу накинуть. А, и мне и не надо. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Все, четко. Это ходит последним нормально. Ну, правда, ударить никого не успел. Зато сейчас ядовитые лужи хотя бы пропадут. Уже проще будет передвигаться. А Куды просто защититься. Он-то теперь может уже, наконец-то. Вот она, пришла. Карта защиты. Давно уже в Москве везут, 5 лямов отдал в таможкой и прочим. 25-го обещали привезти. — 25-го заберешь июля? Офигеть. Круто. Неплохо русские ученые живут, оказывается. Оказывается, все для вас сделало государство, чтобы вы хорошо жили. Так, не то что метрологи. Так, наносим или не наносим там? Отлично наносим. Потом этот последнего. Толку, что я нанесу, мне это не надо. Мне надо сюда этого переставить и самому сюда уйти. 1, 2, 3. И еще и защиту включить. 4. Но зато Куда сможет от души поразвлечься. Ну давай, родной. Все. Кончилось развлечение. Пять лямов за машину, охренеть. Ты понимаешь, что это роскошь? Это уже не средство передвижения. Если тебе будут экспроприировать, то вполне, в смысле, это, на нормальных, адекватных основаниях. Скажут, нахрена? Вот, Жигули бери да езди за 20 тысяч. Хотя сейчас, наверное, таких нет. Сейчас обстановка накаляется, сейчас расслоение дичайшее в стране. Будут стекла бить. Гараж. У тебя есть, надеюсь, гараж? Потому что такую машину на улице точно уже нельзя оставлять, какая бы там охраняемая ни была парковка. Так, что там нам? Как сделать-то лучше? Последнего, да, бьют? Ворот сделаем. Ворот у меня 11 всего. А что делать? Больше ничего не сделать. Кроме уворота. Так, еще можно карту вытянуть было сначала.
Вот, блин, парирование пришло. Черт. Получу урона чуть-чуть. А, ну отмазался, жена зарабатывает. Нормально ты отмазался. Какая разница? А, ну в смысле не ученые. Ну понятно. Ипотека. ЖКХ и на покушать. У вас как будто ипотеки разные, и ЖКХ разные, и покушать разные. У вас же этот... Один? Как он? Бюджет семейный. Садики, школы. Себе новую мечту поставил переехать на Доброград. Что такое Доброград, блин? Да блин, X-Ray 2 ляма стоит. У меня частный дом же. В частном домике. Так вот. Хорошо у нас в глуши живут люди. В частных домиках. Аж зависть берет. Наверное, одного добьем, чтобы уж с ним не мучиться. Надо было с кровопусканием защиту ставить. Я ж залечусь с кровопусканием. О, точно. Чё же я не лечусь-то до сих пор? Я забыл про эту фигню. Так. Этот броню на последнего. Если я сюда встану. О, на меня нормально. Так, броню на меня. Ворота у меня есть. 2 штуки точно есть. Так, сейчас попробуем отхилить. Кудо. Куда. Блин, нету теперь той карты, которая... Ой, которая нам кровь из носа пускает самим нам. Надо ее подождать, что делать. Я пока все равно его не убью. Ой. Наверное, так лучше больше не делать. Хватит его бить, короче. А то я себя отхилить не успею, он умрет. Я с этой позиции не ушел. Погоди. Или она сейчас только появилась? Подо мной тоже морозная земля. Ну, яд, наверное, не накладет. Раз брони у нас столько же, сколько у него урона. Так, яд не наложил. Хорошо. Кровопускание делаем. А, равное количество кровотечения. О, да он хилит-то вообще ни о чем. Троечку всего. Это мне так долго хилится. Он, наверное, успеет сдохнуть. Лучше я его сам добью. Так, девушке опыт не дали. Несмотря на то, что я ее воскресил. Психотоник, жезл, капюшон. Ох. Тяжко, конечно, тут. После этого боя. О, зато кострище. Ну там нормально. Там отхилиться можно спокойно. И к боссу уже фуловеньким прийти. Это здорово. Так, ну ладно, на этом закончу. Что-то уже давно играем. Что там с Аполлончиком сейчас договорим. Доброград — это поселок в Владимирской области. Тиньков построил. Интересный проект. Тиньков в смысле... Тот, который из России свалил, или банк, который он основал? Школы и садики очень дешевые.
Школа полного цикла. О, даже так называется, школа полного цикла. Раньше для нас это само собой разумеющееся было. Всего 45к в месяц. Обычно они бесплатные, как бы. Детсад тоже 10к с развивающими и прочими. Ну, понятно, инвестиции в детей, в их ум. Земля дорогая. Че, хоронить тяжело будет? Дорого сильно. Ну ладно, шутка была. Всем здоровья. Лайки не забывайте ставить, потому что по ним я ориентируюсь, стоит ли продолжать вообще трай. 19 вот наберем, значит будет продолжение точно. Всем здоровья, всем добра. Пальцы вверх.